кто такой вообще? Его кто-то знает? Я не понимаю формулу «война не время для критики». Я не понимаю эту формулу. Надо критиковать. Вы так не высказывались тогда. Тогда я так не высказывался. Отказ проводить выборы — это захват власти? Я вам сказал, он не политик. Александр, мы выиграли войну. Вы действительно так считаете? Люди умирают на русском языке за Украину. Ни метра трубопровода за эти 2,5 года не пострадали. Ну, это стыдно. Вы пользуетесь часто методами российской пропаганды. Это совершенно другая сложная история, Юра. Что? Перед тем, как начать смотреть, подпишитесь на наш телеграм-канал. Если YouTube продолжит блокировать, так нам будет чуть проще не терять связь. Вот адрес канала, в описании ссылка. Александр, вы в сентябре этого года опубликовали пост в Инстаграме о том, что в части украинского общества есть запрос на приостановку военных действий. Нам показалось это довольно смелым заявлением, особенно для гражданина Украины, и мы захотели с вами об этом поговорить. Сразу скажу, что не с каждым гражданином Украины я сейчас смог бы разговаривать. С одной стороны, очень много вопросов, в том числе неприятных. С другой стороны, я понимаю, что большинство, может быть, все эти вопросы вызваны тем, что на Украину напала Россия. Я гражданин России, я по-прежнему люблю свою страну, и как бы громко, хочется верить, последовательно я не высказывался против действий российского руководства, я не смог бы себя из этого контекста вытащить. Но с вами мне показалось, что я смогу поговорить, потому что вы, во-первых, вы гражданин Украины, вы часть украинских элит, вы в некотором смысле посол Украины в культурном поле, в культурном мире, но при этом вы значительную часть своей карьеры провели в России. Вы очень заметный этап своей карьеры в России построили, и эта страна для вас тоже не чужая. И именно поэтому, вот во всем этом контексте, мне показалось, что именно с вами я смогу чувствовать себя достаточно свободно, чтобы спрашивать обо всем, что считаю важным. Угу. Попробуем. Попробуем. Менеджер паролей RoboForm уже несколько раз появлялся в наших интеграциях. Если вы до сих пор не воспользовались RoboForm и сомневаетесь, что для вас это актуально, давайте еще раз разберем, от каких неприятностей этот менеджер может вас защитить. RoboForm создает уникальные пароли, которые вам не потребуется запоминать. Используя RoboForm, можно заходить на любой сайт или в приложение одним нажатием со всех ваших устройств, не пользуясь паролями и, следовательно, не забывая их. Даже если вы придумали сложный пароль, но используете его на разных сайтах или храните в заметках телефона, вы становитесь легкой мишенью для хакеров или мошенников. Потеря доступа к своим аккаунтам, кража денег с карт, испорченная кредитная история. RoboForm снимает все основные проблемы, связанные с безопасностью ваших аккаунтов в интернете. Максимально наглядно, как это устроено. При регистрации на любом сайте RoboForm генерирует надежный и уникальный пароль, который мгновенно сохраняется на всех ваших устройствах. Вам нужно лишь запомнить один мастер-пароль для входа в систему и доступа к вашим данным на любых ваших одобренных устройствах. Кстати, проходить аутентификацию для входа в RoboForm можно с помощью отпечатка пальца или скана лица, вообще не вводя пароль. При форс-мажоре всегда можно обратиться в службу поддержки, которая работает круглосуточно. А в случае глобального форс-мажора, вы понимаете, про какое я. В RoboForm создана безопасная система управления цифровым наследием, которая позволит вашим близким получить доступ к важным аккаунтам. Автоматический вход на любой сайт или приложение, автозаполнение форм, возможность делиться доступом к онлайн-аккаунтам с другими пользователями. Все это будет доступно с RoboForm. А по ссылке в описании доступна скидка 40% на покупку RoboForm. Вперед туда! Для начала, тот пост сентября 2024 года, в котором он подробно появится здесь, пока мы говорим, люди смогут его прочитать, те, кто не читали. Вы задаете вопрос своей аудитории относительно того, что они думают про возможность приостановки войны. И вы говорите, что зреет значительная часть общества и в Украине, и за ее пределами, которая все сильнее этот вопрос обсуждает. Почему вы решили это написать? Давайте я оговорюсь сначала, как и вы. Я не политик. Никогда не хотел им быть и не претендую на эту роль.
Я даже не эксперт. Я не политолог, не занимаюсь политическими науками, социологией. Я читаю, как и вы, огромное количество средств массовой информации и, в отличие от многих, может быть, говорю с людьми с двух сторон. Ну, то есть у меня по-прежнему остались близкие друзья, даже живущие в России, с которыми я практически не поддерживаю отношения, но иногда встречаюсь, если они выезжают куда-нибудь за пределы Родины своей прекрасной. Не знаю, говорю ли я с сарказмом, скорее с горькой такой иронией. Вот. И, конечно, с большим количеством украинцев, потому что я постоянно приезжаю в Киев и вижу очень многих и за пределами Украины, и в самой стране. Поэтому я определяю свою роль вот уже много очень лет. Даже не те 20 лет, которые я прожил в Москве, а много больше. Как, извините, переводчика. Потому что очень часто я сталкивался с тем, что не посла, а переводчика, что приходилось объяснять людям, говорящим на одном и том же русском языке, потому что русские с украинцами и украинцы с русскими говорят на русском языке. Большинство россиян не понимает украинский или понимает плохо. Поэтому украинцы, как правило, особенности раньше говорили только на русском языке. Сейчас это изменилось, и очень многие украинцы в разговоре с россиянами будут настаивать на украинском языке, и это понятно почему. Но своего рода переводчик, то есть человек, попытающийся объяснить логику каждой из сторон сидящим рядом людям, я уже много лет работаю. Поэтому я не более чем переводчик отвечаю на ваши вопросы. Да. И возвращаясь к вашему вопросу, я написал это не впервые, я писал и раньше. Я писал... В мае, кажется. Да, я написал впервые в мае, когда я прочитал социологическое исследование, заказанное одним из главных украинских еженедельников, очень знаменитым и сыгравшим колоссальную роль в украинской современной политической истории. Он называется «Зеркало недели», и он на разных этапах был важным игроком политической жизни. Так вот, по заказу этого еженедельника было проведено социологическое исследование, результаты которого обсуждались разве что не ленивым, разве что очень ленивым человеком. И это было то самое исследование, в котором было очевидно, что подавляющая часть украинского общества хочет возвращения и настаивает на итогах войны, прежде всего формулируемых как возвращение к границам 1991 года, то есть возврат всех оккупированных территорий, это с одной стороны. А с другой стороны, все то же украинское общество в своем большинстве очень толерантно относится к тому, что по-украински называются ухилянты или уклонисты по-русски, то бишь тем людям, которые не хотят воевать, те, которые не избегают мобилизации, пытаются уехать из страны или скрываются дома и не идут на фронт. И вот эта вот странная дихотомия, или вернее не странная, но очевидно вызывающая вопросы, вызвала тогда у меня желание задать вопросы тем, кто читает мои эти социальные аккаунты. И, соответственно, мне было важно у моей аудитории, прежде всего украинской ее части, понять отношение к завершению войны. Потому что люди устали. Я точно знаю, вот поверьте, у меня нет никакого лукавства, я точно знаю, почему огромное количество украинцев реагирует болезненно на любой разговор о мире, перемирии, завершении войны, остановке боевых действий. Назовите это как хотите. Этому причин очень много. Ну, там, назову как минимум 3. Первое — это чудовищная боль. Ну, это надо представлять себе. Огромное количество россиян просто практически себе не представляют, что такое война для украинцев. Это многие миллионы людей, оставившие свои дома. Кажется, 14 миллионов. Это 5 миллионов оставивших территорию страны. 8 или 9 миллионов живут перемещенными лицами. Украинские города: Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Угледар. Я не говорю уже о Мариуполе. Огромное количество городов уничтожены просто в щебень. Там ни черта не осталось. То есть это уничтоженная жизнь, разрушенный мир, потерянные семьи, потому что мужчины очень многие отправились воевать, многие погибают. Когда вы едете по Украине, а по Украине, когда ты едешь в Киев, ты должен ехать либо на машине, либо на поезде. Я ехал и так, через Польшу, через Румынию, через Молдову, через Венгрию. Ты иначе, как заезжаешь, дальше переходишь границу и на что-то садишься. И ты едешь, и если ты едешь мимо кладбищ, ты видишь каждая могила с украинским флагом. И ты можешь ехать 10 минут вдоль кладбище, на котором просто реют эти тысячи, я не знаю сколько, сотни, но производит это тягостное, дикое впечатление. Я был на похоронах своих близких, своих знакомых, людей, которые я знаю, с которыми я работал, на похоронах их детей.
детей, которых я знал. И мне приходилось чудовищной роли узнавать судьбу там, пропавшего мальчика, который родился на моих глазах, и меня попросила его мать, зная о моих каких-то контактах в украинской власти, помочь узнать, пропал ли он без вести или что-то с ним случилось. И я попадал в ситуацию, в которой я должен говорить и о том, что он погиб, потому что это то, что мне сказали. И я худшие минуты в своей жизни я прям не помню. И вот представьте себе ощущение этих людей, которые потеряли семьи, когда продолжается война, когда я вывозил свою родную тетю из Харькова, которую бомбили, и она ночевала в свои 85 лет в подвалах, которая она заболела ковидом там, понимаете? И мы ее везли там в Германию, в которой принимали этих стариков, которые еще за эту войну долбанную, Великую Отечественную или Вторую мировую, как уже называют в Украине, Второй мировой, в России еще Великой Отечественной, помнят. И они это все вспоминают. Разговаривать со стариками вообще невозможно. Просто невозможно, потому что они никак не могут прийти в себя от того, что что происходит. И вот все это, когда знаешь, ты понимаешь, что чудовищная боль. И люди в этой боли не видят, они не понимают, как может война закончиться несправедливо. А для них восстановление статус-кво страны в своих границах, это является справедливым. Это то, чему приучало кино, гуманистическая культура, хорошие книжки. Все, на чем выросли и растили детей. Добро побеждает зло. И они знают, что добро — это когда злые, а злые люди для них — это агрессивная власть России, которая направила войска в Украину и убивает людей и разрушает города, что они будут наказаны, а добро и восстановится жизнь прежняя. Как с ними разговаривать? Второе — это чудовищное недоверие к российской власти. Как можно доверять в разговорах? Мы не знаем, кстати сказать, разговоры о перемирии — это бессмысленные разговоры внутри какой-то части уставшей от войны людей в обеих странах. А готовы ли к этому люди в Кремле? Готовы ли они всерьез разговаривать о перемирии или не готовы? Это же тоже очень важный момент. Но даже если мы на секунду представим себе, что они готовы, можно ли им доверять? Если мы помним Путина, который врал в глаза Ангеле Меркель, что не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Кремле, что он не знает, что это за зеленые человечки, кто эти люди. Он же это говорил на глазах у всех, а потом со своей этой самодовольной улыбкой он признавался, что это именно российские войска аннексировали Крым. Сколько лет утверждали, что нету российских войск или российских военных на востоке Украины? Сколько лет? Это же даже был мем под названием «Их там нет». Одним словом, их там нет. И сколько там этих их там нетов арестовали, поймали, они допрашивали, показывали по телевизору. Нет, это они сами заблудились, случайно попали, врали просто в лицо. Недоверие колоссальное, естественно. А третье — это страстное желание сейчас все-таки реализовать ту мечту, ради которой все это начиналось, стать частью европейской жизни и получить гарантии. То есть наличие гарантий со стороны Запада. То есть, а как? Нам же дали гарантии. Здесь тоже существует страшный момент недоверия. Ведь был же подписан Будапештский меморандум, говорят, в Украине. Я вам просто говорю о чувствах украинцев. Он же был. Его подписали Соединенные Штаты, Великобритания и Российская Федерация. И ничего не сработало. Да, объясняют эксперты, там не было специально прописано, это было связано с ядерным оружием, там не было прописано войны конвенциональным оружием, там не было твердого обязательства стран вступиться за Украину. Это не был, говоря просто, тот самый договор, на который можно было опереться. Но так или иначе, это не сработало. В глазах украинцев этого недостаточно. Все хотят твердых гарантий, которые в глазах подавляющего большинства людей сегодня. Еще до войны, до полномасштабной ее фазы это было не так. Не было большинства украинцев, которые бы выступали за членство в НАТО. Это было достаточно, скажем так, полемичным решением. А сегодня, конечно, большинство. Потому что считается, что только членство в НАТО может гарантировать Украине невозможность продолжения боевых действий в будущем. И вот этого хотят, и никто не уверен в том, что Запад готов предоставить те гарантии, на которые рассчитывают и надеются украинцы. Так, и вот это 3 пункта. 3 пункта, которые проявляют отношение украинцев. И я на самом деле задаю для себя, для меня этот мой, так сказать, социальный аккаунт — это способ коммуникации. Я же знаю, условно говоря, сколько я общаюсь, со сколькими людьми я общаюсь, когда приезжаю в Киев? 10.
ну 15, ну 20, может быть, в какой-то... Я приезжаю там на 3, на 4, на 5 дней. А здесь сразу какие-то там тысячи, сотни, по меньшей мере, людей пишут, и которые реагируют, говорят. Я начинаю каким-то образом для себя складывать представление. При том, что я отдаю себе отчет, что на меня подписана определенная часть украинцев, далекая от, ну скажем, таких пассионарных, национал-патриотически настроенных. У меня те люди, я пишу по-русски, например, принципиально, потому что я хочу быть понятым всеми, в том числе россиянами или людьми, живущими по миру в рассеянии сегодня, использующих в основном русский язык. Я пишу подчеркнуто по-русски. Я могу писать по-украински. Мне это так же несложно, как и по-русски. Но я традиционно так веду, и я понимаю, что это возможность общаться и собирать вот такие аудитории. И я понимаю, что это специальная аудитория у меня, которая, ну, скажем, по меньшей мере, не так жестко и однозначно осуждает всех россиян. Потому что вы знаете, что огромное количество украинцев... Я про это спрошу. Вы спросите, мы поговорим. И даже в этой части аудитории я наталкиваюсь, когда я задаюсь вопросом, я наталкиваюсь очень часто на категорическое неприятие. Хотя я все время, естественно, как и любой человек, пытаюсь представить себе будущее. Когда, где, в какой момент перестанут погибать люди. Ведь люди погибают в совершенно диких количествах, немыслимых. И что это, и сколько это может продолжаться. Поэтому я задаю вопрос. В прошлом выпуске мы уже рассказывали про Бали и про то, как люди инвестируют в местную недвижимость. Сейчас еще немного статистики. В этом году туристический поток на остров увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. Вместе с ним стабильно растет и спрос на жилье. Рынок недвижимости на Бали стремительно разрастается, вариантов для инвестирования очень много, поэтому важно внимательно выбирать проекты и застройщиков. Break Property — один из старейших девелоперов на Бали, который работает на острове с 2016 года. Вся недвижимость Break Property в шаговой доступности от океана. В прошлом году средняя фактическая загрузка объектов компании была 86% в месяц. Доходность инвестиций при такой загрузке может доходить до 16%. В портфеле Break более 44 тысяч квадратных метров курортной недвижимости на любой бюджет. От шикарных вилл и апартаментов до самого доступного ценового сегмента от 85 тысяч долларов. Все объекты сдаются под ключ. Управляющая компания сдает вашу недвижимость туристам, берет на себя уборку, ремонт и прочие заботы, а вы регулярно получаете доход. Регулярно, потому что на Бали отсутствует эффект сезонности. Туристы прилетают на остров круглый год. При этом в любой момент вы можете воспользоваться своей виллой или апартаментами для собственного отдыха. Вся недвижимость застрахована и на этапе строительства, и после его окончания. А чтобы провести покупку, не обязательно даже прилетать на остров. Все можно сделать удаленно. При этом провести оплату можно в любой валюте из любой точки мира. Сейчас один из самых выгодных проектов на старте строительства — Elysium. Просторные виллы и апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан или реку. Проект находится в самом популярном и быстро растущем районе Бали — Чингу. Океан в пешей доступности, вокруг развитая инфраструктура. А в самом Elysium запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств, рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Еще один интересный проект — Edem Villas в Нуса-Дуа. Там сейчас как раз стартовали продажи. На все проекты сейчас действует акция. Можно оплатить только часть стоимости, остальное управляющая компания Break возьмет с дохода от аренды. А по этому промокоду вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании и увеличите доходность инвестиций. Все детали по ссылке в описании. Также у компании Break есть собственный YouTube-канал, который рассказывает о всех нюансах инвестирования на Бали. Ссылка на канал также в описании. Вперед! Вы задаете там вопрос. Да. Что думаете вы? Да. А что думаете вы по этому вопросу? Я отчетливо понимаю, что нам надо найти решение, которое мы не найдем без помощи Запада. Что я понимаю главное, что мы выиграли войну. Если говорить о том, что война, я имею в виду Украина, что война идет не за территорией и не по каким-то этим левым поводам, которые озвучивал многократно, меняя показания президент Российской Федерации или люди, которые говорят от его лица, то говорили все, что угодно. Я понимаю, что речь шла и прежде всего о лишении Украины государственности. Вот из-за этого была война. Государственность Украины, ее суверенный статус, ее способность, право
исконное такое право на определение собственного пути, это было предметом главного вопроса. И удалось, сразу стало ясно, что Украина отстояла свою государственность. На сегодняшний день ни один человек, я даже, так сказать, у самых отпетых национал-патриотов, этих Z-патриотов, шовинистов из российской пропагандистской значит, этой своры, я не слышу от этих высказываний, которых было раньше, что Украина будет полностью в руках, что им удастся ее контролировать. Сегодня об этом даже самый смелый мечтатель с их стороны уже не говорит. Александр, мы выиграли войну. Вы действительно так считаете? С точки зрения войны за государственность. Украина будет отдельным государством. Я не знаю, в каких границах. Просто вам скажут, что почти 20% страны оккупировано. Да. И непонятно, смогут ли они когда-то вернуться под украинский флаг. Огромное количество людей погибло, огромное количество людей уехало из Украины, и многие из них никогда не вернутся, к сожалению. Очень много внутренних проблем в стране. Плюс еще экономика, невероятно пострадавшего, и огромное-огромное количество проблем. Не кажется ли, что вот фраза «мы выиграли войну» даже у людей, которые находятся сейчас внутри Украины, оно вызовет не то что несогласие, а прямо раздражение? А как выиграл войну Советский Союз? Потерянных 27 миллионов человек, уничтоженная экономика, чудовищные потери, страшная жизнь, дикие психологические травмы. И тем не менее это была победа. Я говорю о том, что страна будет существовать. В каких границах и как, я не знаю. Ни один живой человек не знает. Я сразу сказал, я не политик, не политолог, не эксперт. Я могу сказать о том, что есть разные... Мы можем говорить о возвращении территории, это отдельная тема, которая может рассматривать, например, сценарий, о котором часто сейчас вспоминают, там, Южной и Северной Кореи, или там ГДР, ФРГ, которым удалось все-таки воссоединиться и жить. Это все может занять 10, 20, 30 лет. Мы не знаем, сколько это может занять. Вы свернули с мысли. Мы выиграли войну, вы дальше стали объяснять, почему. Да. А дальше, что думаете вы про возможное остановку огня? Да, и я понимаю так, что если бы удалось, я сказал сразу, что без помощи Соединенных Штатов, в первую очередь, как главного игрока, без гарантий их, с их стороны, или их и Европы, НАТО, если хотите, безопасности Украины, никогда этот мир или остановка боевых действий, назовите как угодно, и как вам это будет казаться разумным, это не завершится. Я совершенно в этом убежден. Поэтому на сегодняшний день главный вопрос, чем закончатся выборы 5 ноября в Соединенных Штатах. Кто придет, что это будет означать? Мы не знаем. Опять же таки, я сейчас не говорю о том, что если придет Трамп, то это обязательно плохо для Украины, как многие говорят, из-за того, что он продаст немедленно страну Путину и начнет договариваться о мире. Мы не знаем. Главное, что говорят о Трампе, и то, что, так сказать, известно любому школьнику в Соединенных Штатах, это то, что это непредсказуемый политик с непредсказуемым поведением. И я точно не дам ни одного цента, говоря американским языком, на то, что он обязательно закончит войну именно так, как хотят в Кремле. Это может быть чем угодно. Но и так или иначе, когда выборы будут проведены, то американская администрация получит возможности, не оглядываясь на перспективы выборов, как сегодня, потому что сегодня каждое движение, каждое высказывание, каждый шаг в Соединенных Штатах со стороны политика воспринимается с точки зрения их влияния на будущие выборы. Поэтому все очень осторожны, и поэтому боятся любого внешнеполитического движения, которое может повлиять в ту или иную сторону на выборах. Поэтому после 5 ноября будет понятно, какая американская администрация будет принимать какого рода решения, и что это будет означать с точки зрения возможных мирных соглашений, если таковые возможны. В Украине есть люди, которые говорят, что война будет продолжаться до середины 30-х годов. Как правило, это те, кто не верит в способность или в интерес со стороны Кремля эту войну остановить. Они считают, что Кремль пришел для того, чтобы Украину контролировать, говоря просто, превратить ее в некую Беларусь. Вот в этом была идея. Мне кажется, что эта идея сегодня уже невозможна. Вот в этом смысле я называю победа. То есть государственность существует. Дальше вопрос состоит в том, насколько эта государственность, которая окажется завоеванной в крови, кровью, потом и диким количеством жертв, в этом смысле она начинает походить
на настоящую, потому что с войны вернутся, с фронтов вернутся люди, которые проливали кровь. Это совершенно другая категория людей. Это те, которые проливали кровь, причем очень многие по собственному желанию, отправившись туда волонтерами, добровольцами, они вернутся, и они захотят строить свою страну. И понятное дело, что там будет создана в стране и партия мира, и партия войны, вероятно, будут, ну, назовем их условно такими партиями, для которых будущее будет связано с характером отношений с соседями, в том числе и с Россией в будущем. Я вполне допускаю, что в каком-то относительно недалеком будущем начнут выстраиваться отношения даже экономического свойства с соседом. Мы же точно понимаем, что после Второй мировой войны Франция и Германия, ненавидевшие друг друга, уже через 9 лет создали общий, практически прототип общего рынка, союз сталелитейных компаний, металлургических компаний, который позднее, уже несколько десятилетий спустя, превратился в общий рынок. Все возможно, для этого понадобятся огромные политические изменения в России. Но это вопрос будущего. Я полагаю, что возможна остановка войны, если со стороны Украины и вместе с Украиной за столом переговоров сидят серьезные гарантеры ее безопасности. Лично вы готовы принять формулу, что война останавливается на тех рубежах, которые есть сейчас? Украина получает статус, входит в НАТО, Евросоюз, а те территории либо остаются за Россией, либо становятся серыми территориями, но не под флагом Украины? Ну, я понимаю, лично про вас. Я понимаю этот вариант. Я вполне представляю себе, что с ним можно согласиться на какой-то... Ну, то есть его признавать нельзя. Нужно политически, вот как это делает, например, Япония, которая не признала аннексию Курильских островов. Она не признала. Но она находится в каких-то отношениях, находилась с Советским Союзом, а сегодня с Россией. Это вопрос выяснения отношений постоянно. Можно обсуждать это. На мой взгляд, это ситуация реалистичная, потому что, мне кажется, в этом смысле сценарий очевиден. Превращение страны под названием Украина в привлекательную экономическую модель, прежде всего, ту, которая может стать привлекательной для людей, живущих прежде всего на оккупированных территориях. И через какое-то количество времени, воспользовавшись политическим движением, развитием, имея гарантии выживания и, так сказать, понимая, что страна превратилась в самостоятельную силу, да, этот вариант я допускаю. Как вы сами считаете, возвращаясь в апрель 2022 года, нужно ли было тогда соглашаться на те условия, которые на этих переговорах звучали, и останавливать огонь тогда? А мы знаем эти условия в деталях. Я вам сразу скажу, чтобы вы не думали, что я ухожу от вопроса. Я считаю, что надо было разговаривать. Продолжать разговор. Он же был прерван. Я видел какие-то документы, которые были опубликованы, и мне показалось, что там много пунктов, которые следовало бы доводить до какого-то другого состояния. Количество людей, армия, я не помню, все, что связано с гарантиями безопасности и так далее. Но сама по себе идея остановить войну в апреле 2022 года мне казалась бесконечно верной. Мне казалось это очень таким... Я просто, если честно, я даже очень сопереживал всем, кто там встречался с украинской стороны, надеясь, что они сумеют добиться завершения войны на каких-то условиях, которые позволят, после того, как Украина совершенно невероятно проявила себя, после того, как президент Украины стал самым популярным политическим деятелем в мире, без сомнения, это произошло в марте. В марте Украина стала абсолютным мировым феноменом. В эту секунду завершение войны позволило бы, получив максимальную помощь и инвестиции в экономику Украины, превратить ее в процветающее государство и добиться политическими методами возвращения оккупированных территорий. Так думал я, не политик, не политический эксперт, а человек, который больше всего не хотел, чтобы погибали люди. Но вы так не высказывались тогда в паблике? Тогда я так не высказывался. Почему? Потому что я не был участником этих дискуссий, и я понимал, до какой степени это были болезненно для украинцев. Украинцы вообще в тот момент были в состоянии абсолютного болевого шока. Это болевой шок. Вы не касаетесь раны, если вы не доктор, своими руками. Я считал, что об этом должны говорить политики, они принимали участие. И я не понял, честно говоря, как и подавляющее большинство людей в мире, я не понял, почему эти переговоры остановились. То вы сами-то говорили в интервью ни одном из я имею в виду, по какой конкретно причине.
Вы Произошло говорили, ли что из-за Бучи. прежде всего из-за Бучи? Верите ли Это вы... была травма. И мы видели все глаза Зеленского, когда он попал в Бучу. Верите ли вы, что Зеленский не пошел на это, потому что западные партнеры и Борис Джонсон пообещали помочь с оружием, и все отвоюем? И как вы относитесь к словам Рахами, который, как я понимаю, участвовал в тех переговорах? Его цитата. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И, по словам Рахами, добавил, давайте будем просто воевать». Как вы относитесь к этим словам? Верите ли вы в то, что так и было? Ну, если глава переговорной группы в Истамбуле и глава фракции «Слуги народа», правящей партии в Украине, в парламенте Украины, говорит это, почему я могу ему как я могу ему не верить? Конечно, я верю в это. Я думаю, что это был один из многих факторов, это далеко не единственный. Думаю, что потрясение от Бучи, которое, как бы очевидно, было сильным, причем оно сильным было во всем украинском обществе. Неготовность огромного количества украинцев говорить о перемирии, не включающем в себя возврат к границам 1991 года. А это, очевидно, было самым главным фактором. Украинцы были не готовы. И совершенно было ясно, что... А это важно очень сказать, что власть в Украине категорически зависит от общества. Это очень сложно понять. В России я знаю, что многие в России это воспринимают как абсолютно наивные, далекие от реальности слова. Но это так. Если кто-то во власти примет то решение, которое не понравится подавляющему большинству украинцев, они выйдут на улицы. Это точно. Это было уже несколько раз. Это было в 2004 году, и это было в 2014 году. И никто не задавался вопросом, рационально это, ведет ли это к позитивным изменениям в обществе, принесет ли это какие-то желанные плоды. Никто не задавался этими вопросами. Люди выходили. В 2004 году это был мирный, красивый протест в оранжевом, а в 2014 году уже кровавый. Я думаю, про это поговорить попозже, но раз вы заговорили об этом сейчас, то давайте чуть-чуть сюда сдвинуть вопросы. Вы сказали, и вы не раз произносили, что если власть очень зависима от общества в Украине, и этим она во многом отличается от российского. Как вы воспринимаете действия военкоматов, они называются ТЦК, в Украине? Что они делают с молодыми людьми сейчас на улицах городов Украины? Да плохо. А как это кто может относиться? И бусификация, знаете, у нас же слова появились. И людоловы, и бусификация, это все ужасно. Молодые люди или какие-то люди не хотят погибать. Они не чувствуют. Это проблема во всех странах. В России мы с вами помним эти сотни тысяч людей на Верхнем Ларсе после объявления мобилизации, я имею в виду на переходе в Грузию, когда мобилизация проходила в России. Понятно, тоже прежде всего бежали от возможности погибнуть. Я думаю, что в Украине огромное количество людей, и об этом я сказал как о результатах социологического исследования. Общество толерантно относится к многим уклонистам, и это странная штука. Нетолерантно к призывам о переговорах и потере территории или к тому, чтобы согласиться с потерей территории, это меньшинство. То, что я сказал, безусловно, будет воспринято большинством украинцев негативно. Большинство людей хотят и считают это справедливым, потому что им так кажется справедливым. Но жизнь, я боюсь, несправедлива. Требовать абсолютной справедливости — это так наивно, потому что никто не вернет погибших, никто не излечит травм, никто не восстановит разрушенные дома. Это случилось. Это абсолютная справедливость, и попытка достичь ее всегда связана с большим количеством жертв. Это всегда компромисс. Чудовищный, неприятный, страшный, но компромисс. Если не может быть достигнута абсолютная победа, многие люди, я когда спрашиваю у людей, которые считают, что нужно воевать до конца, они мне говорят, что должно наступить истощение у агрессора. То есть в какой-то момент у Российской Федерации, говорят они, должны закончиться ресурсы. Но поскольку, как вы понимаете, я неплохо знаю происходящее в Российской Федерации, понятно, и опыт жизни, и количество знакомых, и просто, так сказать, чтение всего того, что доступно, говорит мне о том, что огромнейшая страна с дикими ресурсами, а главное, готовностью людей жить хуже для того, чтобы дать возможность государству решать свои подчас совершенно неправедные задачи, или, как правило, неправедные задачи, она
не позволит истощиться в какие-то ближайшие годы. И война может продолжаться 1000 или десяток лет, но я не знаю сколько. И в этом смысле, конечно, огромное количество людей не хочет воевать. Плюс, и самое главное, это я задаюсь вопросом, а если у них ответ на вопрос, ради чего погибать? Это же самый страшный вопрос. В начале войны было огромное количество людей, которые отправились воевать, очень хорошие мальчики. Вот я знаю этих детей, своих друзей, знакомых, которые отправились добровольцами воевать, потому что они не понимали, как иначе. Они просто вот воспитаны были такими. И как всегда, знаете, всегда вот когда говорили мне там дедушки, бабушки, родители, что война — это всегда негативная селекция, что она всегда убивает лучших. Ну, понятное дело, но они объясняли мне, что лучший человек встает из окопа, идет в атаку. Лучший человек записывается в армию, идет на фронт. А все остальные, так сказать, остаются где-то. Я не хочу сказать, что те, кто остается, они хуже. Они хотят жить в этих обстоятельствах, и они не понимают, как иначе спрятаться от этой угрозы. А ТЦК и прочие, у них объявлена задача мобилизации, не хватает людей на фронт, нужно добрать 100, 200, 300, 400 тысяч человек, и они пытаются это сделать. И ужасно еще дополнительно к этому то, о чем говорит вся Украина, это коррупция, чудовищная коррупция, когда арестовывают ТЦКшников, то одного с 5 миллионами долларов дома, а кого-то с 1,5 миллионами долларов дома, с фотографиями каких-то рыхлых тел в миллионных в купюрах. Слушайте, это, конечно, вызывает чудовищное раздражение. Действие ТЦК, коррупция, вы сами не сказали, не нужно было выходить. Есть ли в Украине цензура сейчас? Есть, я бы так сказал, это не та цензура, которая существует в России. Это те самые правила военного времени. Во время войны существует медийная политика. С самого начала войны все новости 6 главных каналов были собраны в так называемый единый телемарафон. И они выходят на этом телемарафоне, и можно сказать, что это сделано, вот как это было сделано в интересах борьбы с пропагандой, прежде всего, российской, естественно, пропагандой, и это на первом этапе помогло. Сейчас очень многие считают, что это уже не нужно, этот единый марафон. Но да, в какой-то форме существуют жесткие ограничения на дискуссию. Я вам скажу следующее про Украину. Украина никто никогда, ни один, не то чтобы украинский гражданин, украинский политик ни один не утверждал, что это идеальное государство, лишенное проблем. Не было такого. Более того, вся украинская политическая жизнь очень напряженная и очень живая. У нас в стране 6-й президент. 6-й. В то время как в России, понятное дело, 2-й по-прежнему и, наверное, до конца своей физической жизни. 6-й президент каждый раз меняется, огромное количество, серьезная политическая конкуренция, и все с утра до вечера говорят о диком количестве проблем, о коррупции, некомпетентности, неэффективности, о том, о чем угодно. Даже сегодня вы почитаете любые украинские средства массовой информации, вы найдете огромное количество жестких и критических высказываний, каковых вы не встретите в России. Это точно. Вопрос состоит в следующем. Страна мучительно пытается измениться. Мучительно пытается измениться. Это очень непросто. Особенно, когда страна была частью Советской империи, до этого частью Российской империи. Когда страну начали строить бывшие руководители коммунистической партии, так сказать, Украины, очень консервативной, самой, может быть, консервативной частью бывшей советской коммунистической партии. Происходила приватизация, сформировались олигархические кланы. Страна естественным образом развивалась, как все постсоветские республики. Но она параллельно двигалась в том направлении, которое мучительно, повторюсь, двигалась, пыталась освободиться от этого советского прошлого. Вот это и происходит. В конечном счете, эта война проклятая, это в том числе следствие вот этого желания страны не быть тем, чем она была. Вот, собственно, за это и пытаются сражаться люди. Вы читали заявление «Украинской правды» на прошлой неделе, которое заявило, что на них оказывает давление офис президента? Да, читал. Как вы относитесь к этому? Плохо, что оказывают давление, но обращаю внимание, что ничего с «Украинской правдой» после этого заявления не произошло и произойти не может. Любой человек может написать
выступить, и это правда. Более того, я знаю по своему опыту, что подчас напишешь, и кто-то позвонит и отреагирует. Вот уж я, вообще не средство массовой информации, вообще не оказываю ни на что влияния. Но вот пару раз было, когда я о чем-то писал, ну, таком полемичном, и мне звонил какой-нибудь персонаж из офиса президента, реагируя на, так сказать, их словами или пониманием критики. Ермак? Ну, неважно, мог и Ермак. Я знаю всех, или многих. Ермака я знаю тоже много лет. И Зеленского знаю, ну и что? Вы летом расшарили у себя в Телеграме интервью украинского фотографа Максима Дондюка, человека, которого нельзя упрекнуть в том, что он не любит Украину или выступает на стороне России или кого бы то ни было. Подробное интервью, где он говорит, ну, во-первых, говорит про то, как он прошел все 10 лет войны, начиная с 2014 года, и потом с какими сложностями он стал сталкиваться. Там есть несколько цитат. Про коррупцию вы сказали. Сейчас демократия отошла на второй план, а администрация президента контролирует все события в стране. Как вы оцените этот тезис? Про то, что демократия отошла на второй план. Во время войны, да, наверное. Это не демократически проводимая война. Это война, это демократия военного времени. Была ли демократия Великобритания во время Второй мировой войны и Черчилль? Наверное. По-прежнему шли политические процессы, по-прежнему заседал парламент, по-прежнему заседает парламент. В парламенте выходит с жесточайшей критикой представителей оппозиционных партий. Ну, наверное, это не та демократия, о которой мы мечтали. И которая до недавнего времени в Украине проявлялась на выборах, например. Ну, пришел, вот, например, человек по фамилии Владимир Зеленский и победил без вообще политического бэкграунда и прошлого. Это, на самом деле, поразило очень многих людей, которые вообще не подозревали о возможности подобного. Еще одна вот цитата. «Я не понимаю формулу «война не время для критики». Я не понимаю эту формулу. Я считаю, что надо критиковать. И критикуют. Ну, просто, опять же, мы же принципиально недовольны всегда. И это правильно. И я поэтому и опубликовал, что согласен с очень многим. Мы, так сказать, не должны забывать, что он еще выдающийся фотограф, который снимал совершенно гениальные эти фотографии. Человек сидел в окопе да. с пехотой да. украинской, и он рассказывает про то, как он подвергся репрессиям. Ну, репрессиям с точки зрения ремесла. Ему просто запрещена работа в Украине сейчас, после того, как благодаря ему в «Нью-Йорк Таймс» вышел текст про то, как воюет пехота. Ну, это стыдно. Я считаю, что это отвратительно, конечно. Я поэтому и публикую таких людей, потому что я восхищаюсь, во-первых, работой Максима. И я никогда с ним не был знаком, мне написал после того, как я опубликовал о нем этот самый пост. Но я считаю, что именно он и такие, как он, такие, как автор фильма «20 дней в Мариуполе», они сделали колоссальную работу для Украины на Западе. Они создали совершенно особое представление о подлинном лице войны. Это талантливо, это сильно. И да, они, естественно, очень критичны. Ну и хорошо. И еще одна вот цитата. Его спрашивает журналист «Медузы» про отношение к Зеленскому. Он говорит, что у них была встреча, и он увидел в нем человека, который желает добра Украине. Дальше продолжает. Сейчас в стране дикая коррупция, а он либо не видит проблемы, либо является ее частью. Я стараюсь верить, что он просто не видит. Как вы прокомментируете слова? Ну, слушайте, все говорят о коррупции. Вот всегда и все. Я вот читаю, я на самом деле очень много лет читаю западную прессу, я регулярно день начинаю с разных там западных изданий, двуязычных. Я читаю на английском и на немецком. Сколько я вот последние 20 лет, 5, наверное, 25 лет, я каждый раз нахожу что-нибудь про украинскую коррупцию. Она получила репутацию больше, чем практически любая другая страна в нашей части мира. Хотя я абсолютно убежден в том, что в России она ничуть не меньше, она просто имеет институциональный характер и, так сказать, свои особые правила. Наверняка она велика. Я категорически уверен в том, что Зеленский не имеет отношения или не хочет видеть, или не видит, я не знаю. Мне трудно об этом судить. Я убежден в том, что он... Опять же, это может звучать наивно. Ну, я просто помню этого человека с 90 какого-нибудь там 8-го года. Не то чтобы я там близко его знаю, большая разница в возрасте. И он часто появлялся в эфире канала, который я возглавлял, и мы даже что-то пытались сделать вместе. Я имею в виду как телевизионный канал в моем лице и его компания, уже когда появился, он пришел вместе со своими партнерами создавать свою компанию к нам
за помощью. Поэтому, ну, как бы я следил за его движением, я понимал, что он делает. Я абсолютно уверен в том, что он по-настоящему, в хорошем смысле, наивный и мужественный человек. Мне кажется, это важный момент. Он искренне верит в то, что он делает. Когда он победил, у нас был разговор, он меня пригласил проговорить какие-то темы. И я спросил, зачем президентство. И он так искренне ответил: поверьте, я все-таки опытный человек, я встречаюсь с сотнями людей, ну, если не ежедневно, то еженедельно. Я всю жизнь работаю с людьми, то руковожу телеканалами, то был документалистом, то произвожу фильмы и сериалы. Ну, то есть я многих вижу, и особенности актеров или людей, играющих в жизни. Он не врал, он не преувеличил, он был искренне. Он сказал: я просто вот за один срок мы попытаемся там фиксануть или там изменить все к лучшему, а дальше вернусь и буду делать кино, и мне будет мало лет, и мало все-таки, значит, продюсеров и актеров, которые были президентами, я сделаю фильм, сказал он, и получу «Оскар». Но это звучало, ну, остроумно, наверное, шуткой, но за этим была такая искренняя вера во все это. Я подумал, и, честно говоря, и я тогда дал какое-то интервью той же «Медузе» в начале самого срока первого президентского Зеленского. Они пришли ко мне, зная, что мы давно знакомы и неплохо, и спрашивали о нем. И я как-то сказал, что вот я боюсь, ему предстоят очень тяжелые годы. Не подумайте, что я, так сказать, был умным и настолько и полагал, что ему предстоит стать лидером военного времени. Я просто понимал, что он со своей наивностью попадает в этот чудовищный круговорот и, так сказать, мясорубку украинской политической жизни, очень сложной, очень тяжелой, очень конкурентной, и будет тяжело. Как ваше отношение к Зеленскому менялось за эти 2,5 года? И изменилось ли оно? Я ему сочувствую глубоко. Ну, правда. Я вот вижу, он очень изменился внешне. Он вызывает у меня уважение. Я, честно говоря, открыл его для себя, когда началась война. Ну, потому что он был, обаятельный, быстрый, с реактивной энергией, умный, остроумный человек. Ну да, актер, ну да, продюсер, ну да, предприниматель. Хороший остроумный автор. Он писал уже огромное количество и реприз, и сценариев, которые делала его успешная компания «Квартал 95». Но когда он стал лидером военного времени, вот знаете, вы можете показать эти фотографии знаменитые Линкольна, Авраама Линкольна в момент избрания президентом и спустя всего 4 года после того, как он, войны. Это гражданской войны Севера и Юга, Конфедерации и Союза в Соединенных Штатах. И вы увидите человека, который постарел на 20, может быть, а то и больше лет. Это посмотреть. Вот если честно, если вы поставите вот рядом фотографию Зеленского в момент выборов, это молодого, прекрасного, 40-летнего человека с красавицей женой, значит, в окружении своих друзей такого же возраста и младше, радостно, значит, приветствующих всех и нескрываемо, почти по-детски радующихся своей победе, и сопоставите эту фотографию с тем, как он выглядит сегодня, вы поймете, почему я ему сочувствую. На нем такая дикая ответственность. И я не представляю себе, как он спит ночами, что ему приходит в голову, как он думает о том, что останется после него, как он мучается тем, что закончить войну. Это означает оставить территорию Украины. Это же на нем останется. Это же навсегда его фамилия за этими решениями. Это я, человек, так сказать, извините, один из условно 40 миллионов граждан Украины, могу позволить себе сказать свою точку зрения и не особо бояться. Я же не отвечаю перед избирателями или перед гражданами Украины за свою точку зрения. Хотя говорить с вами на такой платформе с миллионами людей, которые смотрят, это тоже огромная ответственность. Я это понимаю, это вызывает у меня страшные опасения. Потому что я больше всего не хочу навредить Украине и украинцам. Но тем не менее, мне кажется, сейчас пришло время, когда надо говорить правду. И вот эта ответственность, которая стоит перед президентом, в первую очередь, он должен для себя решить о том, что говорить, как общаться с теми людьми, за которых он отвечает. Время изменилось. Все изменилось. Это другая страна, это другой мир. Для всех, для нас. Это закончилось время людей. Это, знаете, я в юности очень любил книгу Тынянова о Грибоедове «Смерть Вазир Мухтара». И там первые слова я запомнил на всю жизнь. На очень холодной площади в декабре
1825 года прекратили существовать люди 20-х с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось. Раздался звук костей, хруст костей. Вот это у меня осталось, знаете, я вот прочитал это лет, там, я не знаю, 35-40 назад, и у меня осталось на всю жизнь. У меня ощущение, вот это время изменилось, и он другой человек, в других обстоятельствах, с другими людьми. Его люди, его избиратели, которые голосовали и радовались его победе, сегодня либо уехали, либо живут в чужих домах, либо живут под бомбежками, клянут всех, кто причастен к этому, могут обращать свой гнев на власть. А на кого еще в Украине обращают гнев, как не на власть? Она не сделала, не приняла решение, не спасла, не организовала, не победила, ошиблась там, ошиблась здесь. Это чудовищная роль, поэтому я ему сочувствую. Стал ли он хуже как политик за эти 2,5 года? Да он же не просто политик. Я не знаю, я вообще никогда не считал его политиком. Я считал его как лидер государства. Он лидер военного времени, который сделал колоссальную вещь для Украины. Он объединил весь западный, будем говорить, цивилизованный, или как, не слово цивилизованный, западный мир, весь всю Европу, Соединенные Штаты, Японию, весь этот мир в поддержке Украины. Это сделал он и руководство Украины. Это колоссальное достижение. И он по-прежнему продолжает поддерживать отношения и поддержку Украины. В конечном счете, роль президента на сегодняшний день в известном смысле в Украине сводится прежде всего к обеспечению поддержки мирового сообщества в войне. Это прежде всего. Он, несмотря на то, что он называется верховным главнокомандующим, за боевые действия и за состояние армии, конечно, отвечают генералы. Вам на это могу сказать, что ваши слова абсолютно актуальны для первого года войны, когда действительно Зеленский консолидировал вокруг себя и партнеров, и нацию, и, в общем, Украина выглядела тогда мощно. В этом смысле, даже обороняясь. Но сейчас вам скажут, что его визиты на Запад уже не такой характер носят. Его не встречают овациями, оружие дают либо с задержками, либо в меньшем количестве. То есть каждую порцию помощи приходится выбивать. И сейчас будет субъективный фактор, но мне кажется, вы тоже таких часто рассуждаете. Это невозможно замерить, но, скажем так, усталость от войны и желание поддерживать Украину на Западе как будто значительно меньше, чем было раньше. Все так. И что же? И вам скажут, точно ли Зеленский в этом смысле справляется, не пришел ли момент, когда нужно делать иначе? Возможно. Я думаю, что он это чувствует. Я сам это говорю очень часто. Это говорите вы, но не говорит он. Я полагаю, что он это чувствует. Я думаю, что его последний тур, из-за которого, его поездки с так называемым планом победы, это была, собственно, его, если хотите, наверное, в том числе и проверка готовности западных партнеров пойти на радикальные меры поддержки Украины. Вот те, которые он требовал и просил. Я только сегодня прочитал, он перед Радой, перед парламентом сегодня обнародовал эти пункты, причем он не обнародовал 3 секретных. 3 секретных пункта, которые наверняка очень важны. И это, естественно, эти все пункты так или иначе требуют серьезной вовлеченности Запада с огромной готовностью к эскалации войны или к возможной эскалации войны. И на Западе, мы же это прекрасно понимаем, в конечном счете надо ответить на вопрос. Это тоже выбор для огромного количества западных лидеров. И это то, что очень хорошо знают лидеры авторитарных или теократических режимов, противостоящих сегодня. Мы об этом не говорили, это же не просто война Украины с Россией. Это на сегодняшний день существует уже, если хотите, блок или там ось целая, если перефразировать то, что, так сказать, существовало, сложилось перед Второй мировой войной, это ось Рим, Берлин, Токио, но сегодня есть ось, пусть она очень формальна, мы, так сказать, допускаем, связанная, прежде всего связывающая Россию, Иран, Северную Корею и в значительной степени Китай. Конечно, это сегодня вот такое противостояние. Запад и тем, для кого эта война является войной за свое место за столом принятия решений. Владимир Путин же неоднократно говорил, что он борется на самом деле с условным коллективным Западом за
не просто свое место, а за то устройство мира, которое он называет многополярным. То есть, говоря проще, за смену мирового порядка, за отказ от того, что они называют американоцентричной моделью мира. Вот что для них самое главное. Для них Украина — это поле боя, то, где они схлестнулись с условным Западом. И это то, что пытается вот уже на протяжении последних 3 лет донести Зеленский в своих многочисленных выступлениях и личных встречах, что это не вопрос о помощи Украине, или, скажем, не только вопрос о помощи Украине, а Украина сражается в том числе и за ваши интересы. Это форпост западных демократий на этой границе. Точно так же, как, условно говоря, форпостом западной демократии на Ближнем Востоке является Израиль. Но это уже отдельный разговор. Как вы ответите на вопрос? Отказ проводить выборы — это захват власти? В условиях военного времени и невозможности провести выборы так, чтобы голосовали все украинцы? Нет. Я думаю, что украинская власть обсуждает на сегодняшний день возможность проведения выборов. Вам скажут, что предыдущие выборы и предыдущие выборы и Порошенко, и Зеленского выбирали, когда значительная часть украинцев тоже не могла голосовать. Нет, не было такого даже близко. Не было миллионов людей, живущих на Западе. Не было миллионов людей, живущих на Западе. Но оккупированные территории были, но они были несопоставимо меньше. Да, это так. Я думаю, поэтому сейчас в Украине обсуждают выборы, называя даты то ли май предстоящий, то ли октябрь следующего года. Но признайтесь честно, вы как человек, который видели, как формировался Путин и как он превращался в диктатора, вы когда просто узнали новость, что выборов не будет, появилось ли у вас какое-то тревожное ощущение? Слушайте, я как бы законченный либерал. Со мной ничего нельзя поделать. И мне это все не нравится. Мне не нравится, когда нет выборов. Мне не нравится, когда нет выборов. Мне не нравится, когда зажимают медиа. Мне все не нравится. Я пытаюсь очень многое, зная, до чего больно в Украине, и до чего страшна эта война, и до чего много людей страдает, я пытаюсь находить для себя внутренние объяснения. И я пытаюсь, так сказать, публично об этом даже говорить, где могу и как могу, стараясь не оскорблять или не подвергать, таким как бы неприятным чувствам большое количество людей, потому что я не о власти. Я меньше всего боюсь власть, но что мне уже бояться? Я ни на что не претендую, и мне ничего особенно не надо. Но понятное дело, что вопрос о выборах — это один из ключевых вопросов украинской власти, и это главное преимущество украинской демократии было на протяжении всей новейшей истории страны. Это честные выборы, на которых можно было в конкурентной борьбе одержать победу человеку, не имеющему политического опыта. Просто вы сказали, что Украина в этом смысле пытается быть форпостом западных демократий, но точно найдутся люди в комментариях, которые скажут, а остается ли Украина демократией сейчас? Безусловно, найдутся люди с любой точкой зрения. Что вы ответите на это? Я говорю, что с точки зрения того, что в Украине огромное количество людей имеют возможность высказывать свою точку зрения, что в Украине оппозиционные партии, причем не формально оппозиционные, не так называемые системные оппозиционеры, выбранные президентом по, так сказать, своему разумению, а настоящие, ненавидящие друг друга оппозиционеры находятся в парламенте и выступают, что существует огромное количество средств массовой информации, и коррупционные скандалы становятся достоянием общественности в тот момент, когда они публикуются, Украина по-прежнему ближе к демократической стране, но она, мягко говоря, не идеальная. Но в стране, не забывайте, еще существует целая вертикаль, если хотите, такого независимого правосудия. Есть национальная НАБУ, антикоррупционная служба, есть антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура. Это вся вертикаль выстроена. И она, на самом деле, президент не может позвонить, назначить, повлиять. Это совершенно не в его силах. И это принципиальный момент. Да, в Украине очень многое изменилось. Далеко не все. Это предмет моих дискуссий с очень многими моими близкими друзьями. И я, причем, выступал очень часто скорее в вашей роли, нежели чем в своей нынешней. Давайте ради интересно, как бы вы описали мою роль сейчас? Нет, человека, задающего вопросы. Я задаю вопросы, потому что у моих друзей в Украине спрашиваю. Я не говорю, а спрашиваю. Потому что для меня очень важно понять. Я украиноязычный, я все понимаю значительно больше, чем среднестатистический человек, живущий вдали от страны, но тем не менее в разговорах я задаю вопросы и про выборы, и про парламентскую ситуацию, и так далее, и так далее. И, конечно, про медиа.
Как вы объясняете, что в 22 году люди возвращались из Европы, чтобы уйти воевать, а сейчас бегут из Украины, чтобы не воевать? Люди разные, во-первых. Давайте с простого начнем. Но если мы про тенденции говорим. Нет, нет, если мы про тенденции устали. Ну, устали от войны, устали от известий о гибели, устали от бесчисленных плохих новостей. Выгорели очень многие люди, выгорели. Знаете, ну как бы встречаешься. У меня есть и в семье люди, которые, я считаю, уже это посттравматический синдром. Ну, в чистом виде. Ну, как бы мы пока никто так не называем. Но я считаю, что это посттравматический синдром. Причем это не только у людей, которые провели там несколько месяцев или сколько там на фронте. С этим это понятно. Я встречался со своими друзьями, которые там, или коллегами, которые провели там 15-17 месяцев на фронте. Выжили, причем не в каких-то там частях сзади, а то, что называется на нуле. Да? Я думаю, что у нас у всех, ну, как в разной степени, ну, какой-то вот у огромного народа, многомиллионного, ну, такой в целом, это посттравматический синдром, это же страшная травма. И среди уехавших огромное количество людей, которые его испытывают. Я сейчас не говорю о тех отдельно, ну, как бы условно говоря, той части людей, которые тоже есть, которые вот я встречаю подчас, и мне так хочется спросить имена, фамилии, я просто это не умею делать, сделать фотографии, которые на роскошных машинах, в ресторанах, какие-то там ну, как бы подчас это видишь, ну, просто неприлично. Не то, чтобы их много, но я испытываю чувство стыда, когда мне моя приятельница итальянская присылает фотографию какой-то украинской компании на каких-то роскошных машинах, в каком-то таком роскошном месте, заседающих с девочками и так далее. Ну, это ужасно. Такие тоже есть. Такие тоже есть. И не будем это скрывать. Но они всегда есть. И во время Второй мировой войны такие были. Ну, что говорить-то? А могут ли призвать вашего сына? Он же в Киеве. Ну, может, он же призывного возраста. Но он работает пока. Там, где он работает, и делает свои нужные, я надеюсь, в стране дела. Он, в принципе, в странном состоянии. Он никогда не жил в Украине. Он до 5 лет был в Украине. Он с 5 лет, и это был, простите, 91 год. Он с 91 года жил в Европе. Его официальная должность сейчас советник Зеленского по экономике. Он советник, ну да, как многие, но главная его задача, он в совете директоров крупнейшего государственного банка, это такой аналог Сбербанка, Ощадбанк. И он отвечает за стратегию развития банка, который даже в эти времена показывает стабильную прибыльность и так далее. Он этим занимается. Он профессиональный экономист со специализацией, профессор Кембриджского университета, сделавший докторскую диссертацию в Принстоне и так далее. Вполне высококвалифицированный экономист. У вас был с ним разговор относительно того, что если ему придет повестка, пойдет ли он воевать? Ну, да, конечно, много раз. И Что он говорил? Ну, слушайте, я, признаться, это уже мой посттравматический синдром. Ну, мне это все очень, ну, знаете, очень далеко и странно, потому что, ну, когда ты видишь сына, который всю жизнь жил совершенно другой жизнью, да, я приехал в 92 году работать на немецком телевизионном канале CDF. Это крупнейшее общественное телевидение Европы. То есть я не уезжал из страны, я получил, будучи достаточно успешным режиссером-документалистом во время перестройки, я сделал несколько таких заметных фильмов, которые получали большие международные награды. Поэтому, когда развалился Советский Союз и исчезло то, что называлось советской киноиндустрией или механизмами ее существования, финансирования и так далее, то я начал смотреть, я до этого не смотрел, вы будете смеяться, в году 88-м было большое такое необычное событие, назывался «Фестиваль «Гласность». И «Фестиваль «Гласность» — это возили где-то там пару десятков фильмов документалистов из Советского Союза, из разных республик тогда по Америке. И это было очень заметно, огромное количество публики, прессы. И первая рецензия, которую я прочитал на Западе на свой фильм, была в газете «Нью-Йорк Таймс». Это какой-нибудь 88-89 или 89, наверное, год. И это было очень необычно. Это было ошибочное представление, которое создало ошибочное представление, что мы безумно интересны и важны, потому что уже спустя пару лет мы никому не были интересны, потому что, вы сами понимаете, волна поднимается. Все, что связано с Советским Союзом, тогда казалось
необычайно важным на Западе, и в Америке в частности. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что мне предлагали тогда в 89-90 годах, мне предлагали работать в Америке. Подходили серьезные люди, такие важные, говорили, вот я помню вот такое самое интересное предложение, говорил человек, подошел, сказал, давай ты, значит, я найму тебя, ты мне сделаешь 3 фильма в Юго-Восточной Азии, а для меня в те времена человека, который в 27 лет впервые выехал в Болгарию, а потом на фестиваль в Берлине, берлинский, а потом мы же не ездили никуда, и я жил очень долго в своей жизни с полным ощущением. У меня ни один человек в моей семье не выезжал. Никогда. И вот я приезжаю в Америку, и мне там еще 30 нет, там лет 28 или 20, что-то вроде того, и подходит какой-то человек, говорит, Юго-Восточная Азия для меня как Марс. Он говорит, 3 фильма в Юго-Восточной Азии, а 4-й, значит, по твоему выбору. И я смотрю на него, и я помню свое чувство. Я ему говорю, ну что вы, у нас же перестройка, говорю я. Мы же меняемся, мы же верим, мы построим невероятную страну. У нас же все будет иначе, говорю. Александр, какая связь с сыном? С сыном то же самое. Я говорю, что ощущение у него было точно такое же. Мы уехали, он на Западе, он строит свою жизнь. И когда я вижу, что он вернулся туда, откуда, так сказать, я его увез, и он построил совершенно другую жизнь. А он приехал с романтическим чувством, что он будет востребован, что он может помочь одной стране. Вот это вот, как его бабушки воспитывали, докачивали, что ты станешь большим ученым, и ты поможешь Украине, она станет на ноги. Вот это вот все, я помню, моя мама, мама жены. Вот. И он как бы вот в этом своем, да еще, знаете, с воспитанием немецких школ, которые принципиально нельзя обманывать, это нужно быть очень прямым, как гвоздь. И он приехал менять все к лучшему. Вот такая у него была позиция. И, соответственно, если вы задаете вопрос, можно ли, он примет это как необходимость. Пойдет воевать. Что делать? Как вы относитесь к дискуссии? Вы же наверняка натыкались и до полномасштабной войны, и после на отрывок из генерал Лебедь дает интервью и говорит, что я закончу любую войну, я бы мог закончить любую войну за несколько дней, если бы мне дали сформировать бригаду, или я до сих пор плохо разбираюсь, что-то поменьше, бригад это много, в общем, какое-то небольшое подразделение из тех, кто должен идти воевать, из детей элиты, из детей чиновников и политиков. Война закончится через 2-3 дня. Как вы относитесь к этому тезису? Верю. Во всяком случае, это вызовет трезвое отношение у огромного количества людей к войне. Вот не случайно вы же, наверное, сталкивались со списком детей, сыновей, дочерей, племянников и прочего, всех членов израильского правительства в армии. Да, и многие из них... Да. Всех. Да. Нету ни одного министра израильского правительства и ни одного депутата, у которого сын, племянник, дочь или кто там не в армии. Нету. У начальника генерального штаба погиб сын и племянник. Это очевидно. И поэтому война — это национальное дело. Но вы знаете, в Украине принципиальный момент. С одной стороны, это интересно, кстати. Я думаю, что многие недооценивают. В Украине Израиль — это как бы такая ролевая модель. Вот национальное государство, которое возродилось в 1948 году, которое сумело построить из очень разных людей, приехавших со всего мира и говоривших на 100 языках, единый народ, перешедший на свой собственный язык, на иврит, построить собственную культуру. Во многочисленных войнах, когда соседи атаковали, ни одна война не была начата непосредственно Израилем, защитивших свою страну, и делающих это в силу того, что и мужчины, и женщины прежде всего считают своим долгом, извините за высокий штиль, столь мне не свойственный, защищать свою страну. Вот об этом, разве что, опять же таки, я не знаю, кто из украинских политиков не говорил. Это всегда была ролевой моделью, но огромная часть украинской элиты, а российской я вообще не говорю. Мы все время говорим об Украине, понятно, что... у нас тема разговора. Тема разговора у нас Украина, да. Но понятно, что в элите российской и мало кто в украинской сегодня на фронте из детей. Это очевидно. Может быть, в силу возраста. Давайте все-таки не... сын Зеленского 2013 года, я понимаю. Понятно. Он не призывного возраста. Да. Но все остальное надо смотреть.
У вас сын уже, когда война началась, развелся. Ваша невестка и ваша внучка. Внучка. Внучка живут в России. Вы общаетесь? Да. То, что они остались там, как-то повлияло на ваши отношения? Ну, мы редко видим. Общение по... Да, конечно. Мы ее любим. Отношения с невесткой у вас есть? Отличные. Отлично. Ну, как бы очень цивилизованные, конечно. Ну, то есть, они не близкие уже, но абсолютно цивилизованные. В августе 2022 года Зеленский высказался про граждан России, которые находятся не в России. Ну, в целом, генерально про тех, кто даже выступил против войны, была произнесена цитата: «Неважно, что за россияне, отправьте их обратно в Россию», говорил он о тех, кто уехал от войны или от Путина в европейские страны. «Пусть живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию». Как вы отнеслись тогда к этим словам? Я не согласен. Ну, я всегда говорю о том, что я не согласен. Ну, знаете, это опять же такие разговоры о россиянах, о том, как их себе представляют в Украине. Тут очень важно, так сказать, понимать принципиальную вещь. Огромное количество людей в Украине исходит из того, что мы называем в современном мире деколониальной оптикой. Ну, так, если мое поколение рассматривало мир как бы прежде всего политическую и общественную ситуацию в бывшем Советском Союзе, а потом уже в России и в Украине, как конфликт между людьми, пытающимися построить некую современную демократическую конструкцию, с одной стороны, и людьми, пытающимися возродить консервативные, если не архаичные представления о собственной стране с другой, то в нынешней Украине есть часть людей, которые смотрят на конфликт совершенно иначе, как конфликт колонизаторов и колонизуемого народа. То есть глазами большой части украинцев россияне и Российская империя — это колонизатор, который пришел, захватил страну там сколько-то лет назад, поработил народ, апроприировал, то бишь приватизировал какую-то часть истории, ну, например, там, Киевскую Русь там, или так далее. В Украине огромное количество трудов, книг исторических и так далее написано по этому поводу. И множество людей, я не люблю разговоры про историю, в целом, так сказать, это затягивает совершенно чудовищные конфликты, это не нужно. Лучше всего на эту тему сказал, когда-то в Киев приехал один из бывших премьер-министров, я часто сегодня вспоминаю Израиль, наверное, из-за войны, Перес, Шимон Перес, и он выступал перед студентами украинских университетов. И он сказал человек, который возглавлял Израиль, он сказал: прежде всего, перестаньте думать про историю. История такая хитрая штука, она вас затянет в такие дебри. Это такие столкновения, она приведет к таким неизвестным последствиям. Думайте о будущем, стройте будущее. Мы как сказал он, я помню, я был на этом, мне любопытно было послушать, что скажет. Для нас важно не то, что мы живем, не просто то, что мы там живем в стране, в которой 4000 или 3000 лет назад наши предки строили храмы или там молились таким же образом, как и мы. Нет, о том, что мы сумели каждому растению в пустыне подвести капельницу, которая с регулярностью там капает воду, и мы сумели превратить эту пустыню в цветущий сад. Вот это для нас важно. Об этом думайте. Короче, колонизаторы пришли, колонизовали народ, закрепостили, и с трудом украинцы выходят из этого, так сказать, из-под этого ярма. Соответственно, самое главное — это избавиться от этого влияния. Здесь имеет значение язык, культура, потому что культура, почему возникают все время конфликты в отношении памятников, Пушкина и так далее, и так далее. Потому что это инструменты мягкой силы, которые во время войны воспринимаются как инструменты силы жесткой. То есть, иными словами, если вы пытаетесь восстановить или сохранить в наших городах, которые бомбят, говорят огромное количество людей, с которыми я дискутировал, которые бомбят российские ракеты, постоянно прилетая и так далее из России, и вы при этом настаиваете на том, что улицы должны носить имена российских писателей, музыкантов, художников и прочего, то вы вообще не понимаете, в каком мире вы живете. Вы не сделали свой выбор. Вы не украинец, вы не тот человек, который испытывает боль. Для нам болит, говорят мне люди, когда я задаю вопросы, при чем-то тут условно
улица-то Толстого, говорю я, или Достоевского, или, ладно, это критические, на эту тему. Поэтому я к чему говорю. Все, что связано с россиянами, они базово — это имперская матрица, носители имперской матрицы. Они очень часто не видят разницу между теми, на мой взгляд, совершенно прекрасными, достойными людьми, с которыми я горжусь дружбой с огромным количеством этих людей, которые боролись намного раньше с Путиным и его, так сказать, представлением о будущем страны, чем многие украинские политики это осознали для себя. Это точно. Я вот встречался с украинскими политиками, которые полагали возможным и, более того, более чем приемлемым еще 10 лет, прямо до, скажем, 2012 году сотрудничать с Путиным, считали его очень серьезным, достойным, важным лидером. А в России я знаю огромное количество людей, которые с начала нулевых полагали это невозможным и считали, что это будет катастрофа для страны. Но я вижу эту разницу. А многие украинцы не видят, они считают, что даже россияне, которые исповедуют демократические принципы, выступают против Путина и так далее, ломаются на Украине. Они все равно носители той самой имперской матрицы. Они болезненно к этому относятся. Матрицы, я называю это для себя, но если вы вспомните советские фильмы, в которых представлены большое количество представителей разных народов, я всегда называл это такой добродушный шовинизм. Когда украинец, он всегда есть, он всегда друг лучшего героя, главного героя фильма. Главный герой — это какой-нибудь прекрасный голубоглазый русский мужественный человек, а у него есть рядом веселый, живиальный, смешной, говорящий с каким-то акцентом человек, который шутит. Да, вам такое же предъявляли за «Мою прекрасную няню». Конечно. Что вы там дали такое. Да, ровно это следствие. Да, я все это понимаю, все это не ново. Я про другое, про именно эти слова Зеленского. Я не согласен, но Зеленский... Какое отношение это имеет даже ко всему, что вы сказали сейчас? Огромное количество людей в Украине отчаяние, что такая огромная страна с большим количеством людей, к которым многие из них привыкли относиться с интересом и даже уважением до войны, что она молчит, что она ничего не сделала, что она не изменилась, что она не вышла на улицы, что миллионы людей не пришли к Кремлю и не сказали «нет» войне и так далее. Вот же что они говорят. Они ожидали реакции. Да, я им пытаюсь сказать, что чудовищный тоталитарный режим, что 20 тысяч Это понятно, вы много раз рассказывали. И в целом, даже если, несмотря на эти аргументы, человек, который ежедневно под бомбами в Харькове, Одессе, он Киеве, их не хочет слышать. Чем угодно, я с пониманием максимальным он не к этому хочет их слышать. максимальным пониманием. А президент начал с того, вспомните, что он дал интервью во время войны 3 российским журналистам. Он же дал это интервью. И он посчитал возможным поговорить с российской аудиторией через российских журналистов. Было гораздо более артикулированное заявление, когда на первый или второй день войны он лично благодарил людей, которые выступают против Путина, и там даже я каким-то образом оказался. Назвал, да. Я помню. Но он политик. И люди, которые сидят под бомбами, простые люди, у которых задача уцелеть, и они в максимальном, на предельном уровне горя и испытаний находятся, они, конечно же, могут не понимать этого и не знать. Но политик, окруженный огромным количеством союзников, не может понимать в августе даже 22 года, когда горячая фаза войны случилась, Буча, нет еще успехов на Харьковском направлении у Украины, то есть все очень тяжело. И он, почему могут звучать такие заявления? Как вы интерпретируете их? Я вам сказал уже, он не политик. Он не политик. Его главное достоинство, его главное преимущество, его главный инструмент — это эмпатия, способность к эмпатии. Это то, что отличает его от всех политиков вместе взятых. Он может реагировать, он может сочувствовать, он может сострадать. Это плохо или хорошо? Эта цитата же как раз противоречит эмпатии. Давайте возьмем конкретного человека. У него есть эмоция. Эмпатия по отношению к украинцам в первую очередь. И он дальше в своей эмоциональной реакции говорит: но если вы такие, я, так сказать, за него говорю фразу, если вы такие хорошие люди, честные и моральные, говорит он, вот поезжайте к себе на родину и проявите свою честность и моральность, выходя на улицу. Он так говорит не потому, что он это, я даже думаю, считает возможным. Он это говорит, потому что он на волне с украинцами. Хорошо или правильно для политика, не уверен. То есть уверен, что нехорошо. Но на самом деле я понимаю и эту его
как вам сказать, вот эту внутреннюю силу. Это он и есть. Вот его способность приехать в Бучу и ходить с таким лицом, что тебе самому больно от этого, это его, ну, может быть, поэтому он в свое время и стал актером, потому что в нем есть это сильный эмоциональный механизм. Он на самом деле в нем и говорит. Не политик. Хорошо ли это, когда не политик руководит страной, которая в настоящее время является объектом нападения? А может быть, политик не собрал бы такую поддержку? А может, политик бы не воспламенил людей в едином таком симпатии и сострадании Украине? А может быть, если бы не он, то не вскакивал бы по 50 раз Конгресс Соединенных Штатов и не выступал бы никто так в Вестминстере, когда перед этими совместной палатой общины, палатой лордов и так далее. Если бы не он с его вот этим совершенно особым чувством эмпатии, наверное, бы тоже не могло бы быть не так успешно вокруг Украины собрана и такая коалиция. Это тоже его, и прежде всего его заслуга. Мне трудно говорить. Конечно, хорошо иметь самого идеального президента, но мы говорим о человеке, который сделал очень многое. И, вероятно, к нему есть, естественно, во время столь тяжелых испытаний для страны не меньшее количество претензий. Но я считаю, что Украине во время войны дико повезло. Я не убежден, что большое количество его предшественников бы справились с таким Это условно сослагательное, поэтому я не буду называть фамилии никого из них, но что многие бы справились с таким вызовом, я очень сомневаюсь. Как вы относились и относитесь к вот этому, как кажется, целенаправленно выбранному, в том числе руководством страны, курсу на расчеловечивание врага? Максимальная агрессия по отношению не просто к людям, которые там переходят границу и воюют против тебя или принимают решения для того, чтобы войска были направлены, а вообще ко всем гражданам России. Вот к этому жестокому обобщению по части всех носителей российского паспорта. Это самый сложный и самый болезненный вопрос. Я вот все эти 3 года, если вы обратили внимание, с этим пытаюсь дискутировать. Каждый раз говоря, что, простую вещь, что люди разнятся. Я считаю это неправильным по 2 причинам. Первое, просто мы живем в том мире, в котором вся человеческая цивилизация, по крайней мере, вот та часть, которую мы знаем, западная цивилизация, пришла к своим нынешним гуманистическим ценностям, а они гуманистические. Все, что связано с правами и свободами человека, с уважением к правам меньшинств. Все то, с чем борется современная Россия, пытаясь, так сказать, выдать домострой за так называемые консервативные ценности. К сожалению. И это привело в том числе и к войне. Вот эти самые ценности, они не позволяют обобщать. Потому что, по моему глубокому убеждению, люди разнятся не местом рождения, особенности, когда речь идет о развалившейся империи по произвольно выбранным в силу разных политических обстоятельств границам, но международно признанным, которые надо, чтобы все признавали, но тем не менее в силу исторических обстоятельств не по месту рождения, не по цвету паспорта, а только по убеждениям и поступкам. Это моя глубокая, моя позиция. Я никогда с этим не соглашусь с обратным. Во-первых, потому что я принадлежу к народу, я еврей, который стал жертвой подобного отношения. Потому что немцы-то пришли и убивали всех по принципу крови. Они же убивали не потому, что они убивали не евреев, просто потому что они евреи, от мала до велика. Ровно по причине того, что у них кровь. И, кстати сказать, именно по этой причине четверть еврейской крови в Израиле сегодня дают паспорта. Для паспорта, да, ровно по этой причине. Поэтому как человек, названный в память прямого родственника, которого расстреляли в Бабьем Яру, я не могу согласиться с тем, что людей можно обобщать просто по цвету паспорта и тем более по национальной принадлежности или тем более по столь, так сказать, случайному фактору, как это самое гражданство. Вот так получилось. 5 миллионов украинцев этнически живет в России. Они тоже все отвратительны, что ли? Или как? Это на самом деле такого рода подходы, мне кажется, это первая и главная причина для меня. Вторая и принципиальная состоит в том, как мы видим себе будущее. Я абсолютно убежден в том, что будущее самое, тот perfect world, как говорят по-английски, тот идеальная модель будущего,
существующего для Украины состоит прежде всего в перспективе, что когда-нибудь изменится и Россия. Понятно, что Украина должна научиться жить рядом с Россией, похожей на путинскую или путинской. Она должна защищать себя, она должна развиваться. Это очевидно. Но если Россия изменится, и она станет, то, как говорят многие, свободной, и она начнет развиваться сходным образом, и я считаю, кстати сказать, что одним из аргументов внутри Кремля для начала войны было страстное нежелание позволить, вечное вот этот конфликт с Украиной был связан с страстным нежеланием позволить Украине стать успешным примером для России. Если она была демократическим, изменившимся государством, то, конечно, бы это повлияло бы и на россиян. Они бы увидели прекрасный пример, поэтому постоянно дискредитировали, поэтому постоянно действовали. В результате случилась эта война. Поэтому я убежден, что в интересах, коренных интересах Украины это свободная Россия. А это означает, что люди, которые хотят ее изменить, это союзники, принципиальные союзники. Да, они сегодня лишены возможностей, прав, каких-либо шансов на проведение изменений, но они могут появиться. Я жил в стране под названием Советский Союз, в которой ни один живой человек не ожидал, что она развалится и исчезнет. А она развалилась и исчезла. Тут важный момент, я говорю, я прекрасно понимаю, как ко мне, к моим знакомым гражданам России, которые против Путина, против войны и не участвуют в убийстве украинцев и в войне, в самой, не поддерживают ее, мне не важно, как относятся ко мне простые украинцы, потому что пока люди под бомбами, я приму любую их реакцию. Вот. Это, то есть, мне кажется, париться из-за этого неэтично с моей стороны. Но я говорю о политиках, и поэтому вопросы я задаю о них, поскольку мне кажется, что люди, во-первых, кто-то, может быть, возразит, но мне кажется, что большая часть руководства страны все-таки в гораздо большей безопасности физической находится, чем обычные граждане, и более того, это их работа. Брать на себя ответственность и делать какие-то, в том числе, непопулярные шаги. Именно поэтому у меня столько вопросов, в том числе на этот счет. Так вот, не было ли кого-то, кто пытался объяснить руководству Украины, что, возможно, иначе можно вести себя и не лишать себя какой-то порции союзников по части отношения к россиянам? Наверняка были. Наверняка. И внутри офиса президента наверняка есть немало разумных людей, которые задаются такого рода вопросами. Но решение принимает прежде всего президент, исходя из того, как действует на него, как он чувствует, а он прежде всего ориентируется на это, как он чувствует настроение украинского общества. Это принципиально. Я думаю, это его и сильное, и слабое качество, если хотите. Потому что такая зависимость прямая от улицы — это очень, очень опасная штука. Потому что на улице активная часть социума, она традиционно, как мы говорим, с того правого фланга, то есть она с национал-патриотического фланга, она требует жесткого отношения. Другая часть, естественно, либо молчит, либо находится в полном замешательстве, потому что они до недавнего времени, практически до войны верили в то, что возможно найти общий язык, помириться, получить обратно территории, научиться совместно существовать. Эта часть Украины есть. Вы же не забывайте, что Украина была огромной составной частью бывшей Советской империи. И там живут очень многие люди со сходными с россиянами комплексами бывших советских людей, которым очень тяжело было приноровиться к изменениям. Вы сказали зависимость Зеленского от улицы. Да. И мы ушли от общественного, то, что я говорю, от общественных настроений, конечно. Смотрите, мы перечислили с вами там много вещей сейчас. Действия военкоматов, которым, как я понимаю, очень недовольно общество. Коррупция, которая продолжается по-прежнему. Давление на медиа и невозможность. И гораздо делается так, что гораздо тяжелее высказывать мнение, в том числе критическое. Есть еще большой вопрос, как я понимаю, ротации войск, которые тех, кто находится на нуле, и тем, что их не меняет. Возникает вопрос. То, что люди не протестуют массово из-за большого количества вещей, которые их не устраивают, это потому что не так много людей и не так много недовольства, чтобы они выходили против протестовать, или по какой-то другой причине? Война. Враг есть. Все то, что вы перечислили, проблемы огромные.
но это ничто по сравнению с тем, что является главной проблемой. А главная проблема — это война и враг. Это те, кто убивают украинцев, а их убивают каждый день. И когда... Вот я сегодня, не далее, чем сегодня, я слышал одного украинца, который кричал, в разговоре, что мне чихать на коррупцию, пока есть угроза государственности Украины. И я понимаю эту логику, если честно. Есть те, кто пытаются уничтожить страну как таковую. Это вопрос экзистенциальный, вопрос выживания страны. Если мы проиграем, говорят в Украине, то страна как таковая исчезнет. Это будет не страна, это будет некая функция при очередной раз при Российской империи, нового образца. А мы, говорят очень многие, мечтаем о другой стране, о новой, о том, чтобы стать частью Европы. Про язык. Не хочется останавливаться долго на этом, потому что это тоже огромный вопрос. Вот. Но я не могу не пройти мимо, как минимум, одной новости. Мэр Ивано-Франковска сказал, что в городе появятся языковые инспекторы. Его цитата: «Скорее всего, ведем общественную инициативу языковые инспекторы, потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности». Речь, если что, не про учебу, телевизор или что-то еще, а просто про разговоры на улице. Как вы к этому относитесь? Я всегда был противником языковых войн. Всегда, категорическим. И я никогда не стеснялся об этом говорить. При том, что я сделал, наверное, первый популярный украиноязычный телевизионный канал и в известном смысле повлиял на, если хотите, украинизацию украинского телевидения, потому что подавляющее большинство частных каналов в Украине и, естественно, российских каналов, которые вещали в 90-е годы, в начале в самом, были русскоязычными. Мы же сделали то, во что никто не верил. Украиноязычный телевизионный канал, который стал популярным. Так вот, даже в этом, после этого успеха и после моей уверенности, честно говоря, неоднократных заявлений о том, что страна должна быть украиноязычной, я всегда был категорическим противником языковых войн. Вот если хотите, я вам очень просто объясню свою позицию. Я считаю, что государственные деньги должны идти на поддержку украинского языка и украинской культуры, прежде всего. То есть если люди хотят делать фильм на украинском языке, им должны помогать государство. Спектакль на украинском языке — государство. Книгу издавать — государство. Потому что украинский язык долгие годы находился в ущербном, и украинская культура в ущемленном положении. Они находились на статусе, честно говоря, такого, если хотите, культурного заповедника. Это правда. И во времена Русской империи были жесткие законы, ограничивающие бытование украинского языка, и в Советском Союзе тоже. Культура была уничтожалась в 30-е годы. Это, очень важно. На сегодняшний день украинцы это очень хорошо знают. Так вот, все государство им должно помогать украинскому языку и культуре. Но если люди за свои деньги, частные деньги, хотят сделать фильм, спектакль или написать книгу по-русски, им никто не должен мешать. Это мое глубокое убеждение. Хочу я сделать, я должен иметь на это право. Языковые дискуссии — это дискуссии, мешающие солидарности украинцев, которые говорят, традиционно так сложилось. Страна складывалась из разных областей, из разных культур. Это по факту очень сложно устроенная страна, о которой можно говорить долго. И Буковина была в Австро-Венгрии, но пришла из Румынии. Западная Украина была в Австро-Венгрии, но пришла из Польши. Восточные области, понятное дело, и южные, традиционно связывались с Россией. Это страна, которая научается быть общей, единой. И это очень важно, соборной Украиной. И этому надо дать время. Мне кажется, гоняться за людьми, говорящими на русском языке, это последнее дело. И тем более языковые инспекции, к чему это приведет? Люди умирают на русском языке за Украину. В ВСУ огромное количество солдат сражается, говоря на русском языке. Что это за отношение к ним? Что это такое? Это, я считаю, постыдным. Нужно оставить все эти разговоры на после войны и дальше мерами какого-то стимулирования и помощи украинскому языку и культуре там уже добиться искомых результатов, если они нуждаются в том, чтобы добиваться. Одна из вещей, которая остается непонятной для многих: Россия и Украина ведут войну, Украина обороняется от России и продолжает получать деньги за газ, за его транзит. Как это понимать? Во-первых, это
прекращается, вы знаете, они объявили о том, что в конце года. Но... Конец 24-го. Это обязательство перед европейцами. Это, соответственно, как я понимаю, требования европейской стороны, и все. Ну, как бы Украина зависит от своих европейских партнеров, и это точно не решение Украины, что ей необходимы эти деньги, которые она получает за транзит, не за газ. И, соответственно, если это прекращается, то... Насколько верна информация, что ни метра трубопровода за эти 2,5 года не пострадали? Я не слышал о том, чтобы они пострадали. Это правда. Опять же, транзит. Ну, это вообще не укладывается в голове, если честно. Я вообще считаю Может, войну... это физически возможно? Ну, я считаю войну делом страшным, аморальным и подлым, если хотите мое мнение. Вообще, как бы, оправдания войне нет никакого. Базово. И, естественно, люди, которые затевают войны, которые руководят войнами, и которые добиваться пытаются военным образом своих целей, это самые аморальные и подлые люди, существующие на Земле. Ну, их много, поэтому это так. Я выступил, извините меня, с азбучными истинами, которыми нужно как бы детей вроде бы в детских садиках воспитывать, но приходится говорить взрослым людям. Я не специалист, но если с 2025 года вся схема будет сделана так, что транзит продолжится, а просто деньги будут не из России в Украину приходить, а, например, из России в Венгрию и из Венгрии в Украину. То есть, по сути, все останется то же самое, просто цепочка чуть поменяется. Вы имеете в виду в деньги или реверс? Ну, неважно, да. Деньги. Выгода. Да, выгода, да. Как вы к этому отнесетесь? Мне, слушайте, я вообще к цинизму политики, особенно в военное время, отношусь плохо. Это такой отвратительный цинизм. И я к этому, ну, как бы... Ну, что тут говорить? Ну, как бы мне в этой ситуации в очередной раз жаль простых людей, которые погибают на фронте в то время, как кто-то решает свои вопросы. Поэтому я еще раз повторяю, что пока это существует, лучше прекращать смертоубийство и кровопролитие. Потому что это, ну, как бы это цинизм, очередной раз доказывающий бессмысленность войны. Мне приходилось слышать фразу «массовая украинская пропаганда ввела страну в транс о скорой победе». Как вы оцениваете эту фразу? Как вы оцениваете влияние украинской пропаганды, очевидно, что она тоже есть, на ту ситуацию, в которой война оказалась осенью 2024 года? Она есть, и она не может не быть. Она позитивная, негативная или нейтральная? Она объединила людей, она спасла их от какой-то такой общей травмы, от уныния. Она спасла страну от поражения. Ну а как во время войны, когда особенно с войны с таким колоссальным по размерам и масштабам всего, что тебе противостоит противникам, как формулировать, кроме никак возможностью победы? Да и любая страна, которая воюет, вы посмотрите, вот на сегодня на все конфликты, все выступают прежде всего со словами, конституирующими возможность своей победы. И в Украине то же самое. Нужно укреплять дух боевой, волю к победе, естественно, это очевидно. И, безусловно, веру в правоту своего дела. Это очень важно. Мне кажется, что проще всего украинцам в этом смысле, намного в этом смысле проще, чем россиянам, поверить в собственную, как бы, даже не пропаганду, а в то, что говорят украинские телеканалы. Потому что враг на территории Украины, враг разрушает украинские города и села, враг убивает украинцев, там мирных. Это же происходит в Украине. Поэтому, когда точно об этом говорит украинское телевидение или радио, или печатные медиа, в это верят, естественно. А о победе, ну, опять же, слушайте, ну, нельзя же... Я не про факты. То, что враг на нашей территории нас убивает, это же не пропаганда, это факты. Это факты. А я про шапкозакидательство. Ну, шапкозакидательство всегда ужасно. Но, опять же, мы должны рассматривать какие-то конкретные примеры. Шапка ли закидательства они или нет. Наверное, они были, и они многих подвели. Вернем Крым они многих... не позже следующего года. Ну, это все ужасно. Это я все... Ну, честно говоря, это вызывало сомнения у огромного количества людей. И поверьте, в своих разговорах между собой украинцы вот точно не в трансе. Ну, есть люди, которые как бы болезненно реагируя, не воспринимают никаких дискуссий. Да, мы, так сказать, должны сражаться, и мы победим, и вернем Крым. Есть такие. Но в основном люди как бы разумные, они ясно понимают вызовы, сложности. Но они понимают, что... А какой вариант? Сложить
оружие, сдаться, нет. С этим никто не готов. Ну, во всяком случае, не было ни одного человека, который бы выступал с чем-то подобным. Ну, как я понимаю, претензия не в том, чтобы сложить оружие, а в том, а чтобы говорить о проблемах. И тот же Максим Дандюк, он говорил, что он приводил аргумент максимально прагматичный, что если бы мы говорили, что у нас есть проблемы, то, возможно, поставки оружия были бы быстрее, больше. И, в общем, не было бы такого тумана благополучия или дурмана благополучия, который там та же пропаганда создавала. Ну, я не связывал бы, условно говоря, шапкозакидательские настроения и ура-патриотические заявления не связывал бы с влиянием на западников. Я думаю, что с партнерами они говорят совершенно реалистично. Да и партнеры все прекрасно понимают. Они присутствуют, они знают, они следят, они, в общем, в состоянии оценивать. И я думаю, что задержки с поставкой оружия — это скорее политические ошибки западных партнеров, нежели следствие того, о чем мы сказали, трансов, в которое впало якобы украинское общество в силу шапкозакидательских настроений. Да, о проблемах надо говорить больше, надо говорить честнее. Повторяю второй раз, Украина несовершенное государство. Оно далеко от демократического государства, но оно понимает, что оно такое. Оно понимает, оно пытается измениться. Это очень важное обстоятельство. Вот с кем не говоришь, все это знают. И все не боятся говорить, между прочим, критические вещи. Вы ни с кем не встретитесь, с кем не встретитесь, с вами спокойно будут разговаривать на эту тему. Но не обязательно там с вами, как с россиянином сегодня, давайте честно говорить. Это считается таким, зашкваром. С россиянином это, значит, делиться украинскими проблемами, это я могу себе позволить в силу того, что меня волнует то, что происходит в Украине, а у вас колоссальная платформа, которая даст возможность многим это услышать. Потому что я убежден, что огромное количество людей разделяет и мои тревоги, и то, что я думаю в каком-то сходном виде, и я готов к любой критике, не в этом дело. Но базово украинцы точно знают и точно изменились так сильно, что они не позволят себе превратиться в то, во что, к сожалению, превратилась Россия. В абсолютно авторитарное государство с уничтоженной системой независимых медиа, с несуществующими судами и со всем тем, что, чего я вам буду рассказывать. Вы уверены, что не превратится? Я очень на это надеюсь. Во всяком случае, пока... Надеетесь или уверены? Без, условно говоря, если мы говорим о самостоятельном развитии без российского участия. Да, без российского. Без российского участия, то я уверен, что Украина будет демократическим государством. Украина не может, в Украине нету института покупки, вот этой пирамидальной элиты, как в России. Про нету. ренту вы рассказывали. Я говорил, национальной ренты, которая покупает лояльность, нету. И Украина разнится. У нас даже в 90-е годы были, так это и называлось, Донецкий клан, Днепропетровский клан, сейчас это уже Днепр и так далее, и Киевская группа. Смотрите, я просто выскажусь. Вы говорите про то, что это невозможно, но я сейчас передаю то, что слышу от тех, кто внутри Украины, то, что вижу сам, исходя из того... Я точно не обладатель всей информации, я не внутри Украины, и все равно моя страна — это Россия, я слежу за ее проблемами. Понятно. И тем, что там происходит, гораздо пристальнее, чем зачем это было, не было еще. Но... Давление на медиа, самый простой пример, то, что как ТЦК забирает бусификация. И какие самые популярные комментарии, не популярные, какие комментарии ты всегда увидишь в Твиттере или где-то в Ютубе, где ты видишь кадры этой бусификации, что вы говорили, что русские рабы и ничего не могут сделать, когда власть беспределит. Но сейчас ваша власть беспределит, они молодых пацанов заталкивают в автобус, и вы тоже ничего не можете сделать. Может быть, дело все-таки не в рабском гене, а дело в том, что власть иногда просто становится сильной, она берет в руки оружие, а у тебя его нет. Да. И ты ничего не можешь сделать, будь ты самым свободолюбивым человеком на свете. И это приближение и сходство я уже вижу. Когда уважаемые мной очень коллеги из «Украинской правды», которые невероятно много делают, как я вижу, я могу чего-то не знать, на благо Украины, все их расследования, это очень, как я вижу, могу что-то не знать, очень честные коллеги, максимальное им уважение, пишут, что на них оказывают давление. Потом я вижу одно, второе, третье свидетельство того, как влияет на журналистов и какими методами, часто очень российскими, то в какой-то момент просто возникает тревога. Слушайте, я это видел в 90-х в масштабах много больших.
Более того, я даже извинялся за это сам. У нас под конец правления Кучмы страна была похожа на нынешнюю Россию раз примерно в 5 больше, чем тогда была Россия. То есть мы были ближе к тому, что вот сегодня из себя представляет Россия в Украине, чем тогдашняя Россия. 100%. У нас были темники, ну то есть как бы полный контроль над медиа, откуда, собственно, они и пришли. Их научили, кстати, российские политтехнологи, присланные тогда помогать Леониду Даниловичу Кучме и его главе администрации Виктору Медведчуку к проведению новых выборов в парламент в 2000 году. И в 2002 году в парламент, и в 2004 президентские выборы. Все это как бы зажималось. «Украинская правда», извините меня, тогда произошло убийство одного из журналистов «Украинской правды» Гангадзе. Да. Гангадзе. В 2000-е годы началась история с Украиной без Кучмы. Все это было очень жестко. Людей увольняли с работы и так далее, и так далее. Запрещали каналам выходить вне так называемых информационных, мы их называли темниками, но это такие инструкции, в которых говорилось, о чем говорить, как говорить и кого привлекать к высказываниям. Это все было в Украине. И кончилось это, извините меня, оранжевой революцией. Люди вышли на Майдан и в эту секунду продолжали Кучма сотоварищи, ну, его режим, это очень редко вспоминают, кстати сказать, Кучме, он остался в памяти народа, но в силу того, что это, так сказать, может быть, не произошло ничего кровавого, остался, ну, все хорошо, он спокойно живет между прекрасными странами, вот, в уважаемом возрасте. Но, простите меня, это было его рук дело, и как и создание олигархической системы тоже случилось тогда же. На каналы нажимали, заставляли последние в 2004 году где-то 140 дней предвыборной кампании запрещали показывать в эфире одного из двух главных кандидатов в президенты, Ющенко. Просто запрещали, это запрещалось. Но было принято решение администрации президента, она занималась администрацией, и все это было. И в какой-то момент, у меня, представьте себе, мой канал, я уже в Москве жил, но оставался председателем совета директоров и совладельцем канала. А мы были традиционно популярны в украиноязычной части Украины, то есть такой демократической части Украины, так называемой. Там 17 областей, которые традиционно, естественно, голосовали за кандидатов с этой системой политических взглядов, ну то есть за Ющенко. И наша аудитория почувствовала себя преданной. И это почувствовали наши журналисты. Это 2004 год. Начали уходить из эфира, требовали, значит, каких-то решений, пытались уволиться. Я приехал, встретился с коллективом. Все пришли навстречу, как сейчас помню, в большинстве своем в оранжевых майках, шарфиках и так далее, потому что, ну, это было уже не майки, это уже были свитера, потому что они как бы были со стороны оранжевых, то есть Ющенко, и предъявили мне претензии. Я сказал, ну, смотрите, мы сделаем заявление, мы вернемся к полноценному как бы освещению событий при одном условии, что вы снимаете все оранжевое, и мы делаем, так сказать, нормальное, объективное освещение событий. Я поехал даже в администрацию, предупредил о том, что выступлю с заявлением. Я выступил с заявлением, в котором как бы я лично его озвучил. Я произнес слова извинения, прошу прощения у аудитории за то, что мы освещали необъективно, следуя тем темникам или указаниям, точно я не помню, но это есть. И сказал, что с этой минуты канал 1+1 возвращается к своему объективному нормальному режиму освещения событий. И это случилось. Я говорю это все о том, что было и хуже в Украине. Но каждый раз Украина преодолевала события. И избрали Ющенко. И, у меня возникли первые проблемы в Москве. Появилась там огромная статья в «Коммерсант. Власть», но неважно. И начались проблемы, которые потом закончились увольнением спустя годы с участием Медведчука за увольнением меня с СТС. Но страна менялась. И я сказал с самого начала, она несовершенная, она бывшая советская, в ней такое же количество людей с советским прошлым и наследием, и бременем наших представлений о том, как мы были воспитаны, сделаны и так далее. Их надо преодолевать. Но в Украине есть огромное количество людей, и в целом такая пассионарная энергия страну изменить. И есть те ролевые модели, которым она следует. И поэтому я в нее верю. Да, возможны плохие периоды, но она все равно изменится.
Вы много раз говорили про Романа Абрамовича за время, про то, как он участвовал в переговорах. В целом вас про него часто спрашивают. Все, что вы говорите про него, довольно комплиментарно. Если коротко, почему? Человек не высказался, не сказал ни единого слова против войны, в то время как даже Алишер Усманов, Вагит Аликперов, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Олег Дерипаска в том или ином виде, когда война началась или продолжалась, они высказывали свое отношение, и оно было оно было отрицательным и в некотором смысле весьма смелым, учитывая, чем эти люди занимаются. Абрамович молчал. Потому что я видел, что он делает. Он никогда не выступал. Если вы найдете в онлайне хотя бы одно его заявление за 30 лет его более-менее В публичной фильме жизни. «Предатели» только я их видел. Но это же были не заявления. Это было заявление не его, а Марии Нет, Певчих. там цитаты были. Ну, нет. У него не было... С прослушки. Да, разве что. Нет, он никогда не выступает с заявлениями, он никогда не дает интервью, но он действует. И я вижу... Для меня принципиально... Слушайте, последнее, чем бы я хотел заниматься, это адвокатированием миллиардеров. Но про Абрамовича я всегда говорю охотно, потому что я видел его вывозящим людей из Украины для того, чтобы они встретились со своими детьми. Я был тогда, когда я видел, когда он вез бабушку к своему внуку, который потерял ногу, и мать, и которого показали, он оказался на оккупированных территориях, и в каком-то больнице из репортажа по русскому телевидению мальчика увидели по телевизору в Германии и сказали бабушке, и Роман, среди прочего, вез эту бабушку, из Донецка вывезли мальчика, и он привез их в Стамбул, они встретились, и за его деньги, это не один человек не знает, это я говорю то, что я видел. И ему сделали протез, потому что 9-летний мальчик, который по телефону, я видел это, у меня даже есть в телефоне, когда она разговаривала с внуком, это можно было умереть. И я видел таких историй много. Я знаю, как он менял пленных, я знаю, как он пытался способствовать заключению мира, я знаю, и каким вещам он был причастен. В нем есть сильное человеческое сострадание. Я видел его человеком, который искренне реагировал на чужую боль. Вот поэтому я о нем, только поэтому. Я другого ничего не имею в виду, когда я говорю о нем хорошо. У меня вообще нет никаких оснований вам не верить. Да. Я охотно допускаю, что все так и есть. Но вот есть один такой Абрамович, который всячески включается в то, что происходит в Украине, и пытается каким-то образом что-то сделать и помочь каким-то людям. Но есть Абрамович, который остается до сих пор в доле огромного количества российских компаний и просто получает с этого режима, сотрудничает с этим режимом и получает большое количество денег. Это же прям классическое сидение на двух стульях. Послушайте, я знаю всех людей, которые заработали огромные деньги, которые все без исключения, и те, кого вы вспомнили, выступившие со своими теми или иными заявлениями, они все без исключения владеют теми российскими компаниями, которые приносят деньги в российский бюджет. Но никто, кроме него, не делает то, что он делает. Вот и все. Я поэтому говорю о нем. Я не говорю ни о ком другом. А вам приходится примиряться с этим стулом? Каким? С тем, что он сотрудничает с российским государством очень-очень сильно. Он и есть часть этого государства, без сомнения, как и все остальные. Сотрудничать не как бюджетник, работник Российской Федерации? Нет, и не как бюджетник, а как крупнейший талантливый предприниматель, который сделал то, что он сделал, и владеет огромными ресурсами. Все понятно. Вам приходится примиряться с этим? Что значит примиряться? Я вижу со стороны. Я же, простите меня, с ним не живу, ничего. Я его видел последний раз больше года тому назад. А где? Я не езжу в те страны, в которых ему можно, а он не ездит в те страны, в которых я живу. Мы нигде не можем видеться толком. Я правильно понимаю, что Абрамович очень много помогал российской культуре, в том числе вам? Вы много работали... Он помогал российской культуре. Я, на самом деле, был один из тех, кто убедил его в перспективах русского кино, но я никогда в созданном им фонде «Кинопрайм» не получал деньги. Хотя я был внутри так называемого экспертного совета, который принимал решение о распределении денег. Он помог из моих фильмов 3 молодым людям. Балагову, Битокову и Кире Коваленко. Все. Он всегда любил помогать молодым людям. Абрамович участвовал в финансировании «Кинотавра»? На последнем этапе, да.
Ну, то есть помогал Да, проекту. да, ну я говорил о кино. Есть гипотеза, подтвердите ее, опровергните, она довольно популярная, что Абрамович действительно участвовал в большом количестве культурных вещей, он много чего делал по культуре в Москве, и «Гараж», и помогал молодым режиссерам, и вносил штраф за абсолютно надуманное дикое дело Кирилла Серебренникова. То есть это бесспорный факт. Но есть гипотеза, что это одно из проявлений его таланта чистить репутацию. То есть человек понимает, что там, и происхождение его капитала вызывает вопросы, и текущая его крепкая спайка с российским государством, еще больше вопросов возникает. И он думает, а вот как бы мне хотелось, чтобы смягчить, скажем так, эффект от этого негативный. Я буду помогать талантливым людям из российской культуры, талантливым opinion-мейкерам, и вообще ничего не просить взамен. Я не буду ничего просить взамен. Просто я и так понимаю, что, во-первых, воспитание и чувство благодарности, благодарности, которое у этих людей, скорее всего, выработается, оно сделает так, что при случае они вспомнят меня добрым словом. И то есть таким образом эти люди как бы попадут вот в ловушку такого долга, даже неосознанного. И это моей репутации мне поможет. Как вы думаете, вы никогда не находились в такой ловушке Абрамовича? Слушайте, я опытный человек вообще-то. Я, честно говоря, вы описали некого гения какого-то невероятного. Потому что он начал помогать всему этому, как бы и художникам, и театрам, и балетным театрам, и операм, и фильмам, и писателям. Он же вообще, так сказать, параллельное Министерство культуры. Вообще-то у него объемы его помощи представителям российской культуры сопоставимы или превосходят то, что сделало Министерство культуры. И все это он сделал для того, чтобы отбыть свою репутацию. Допустим. Ну а кто что еще сделал? Я исхожу из того, как люди... Послушайте, мы, наверное, согласимся с вами в том, что огромное количество российских олигархов и украинских, кстати, тоже, и, наверное, и в других постсоветских странах заработали свои капиталы каким-то, наверное, не самым таким очевидным образом, во всяком случае, далеким от того, что принято считать идеальным в современной, скажем, Европе или Соединенных Штатах. Наверное, так. Я не знаю, я познакомился с ним много позже, чем он, так сказать, зарабатывал деньги. Например, с Фридманом и Авином я познакомился намного раньше. Я просто работал с ними, СТС на 25% принадлежал Альфа-группа, а на 75% международному капиталу. Ну, там разным американским, шведским и прочим компаниям. А потом мы вывели единственная компания, которая вышла на американский рынок, на NASDAQ. Самое главное, я всегда смотрел, как люди распоряжаются своими возможностями, доставшимися им деньгами, доставшимся им силой, мощью, как бы властью, если хотите. Вот как? Он потратил огромное количество ресурсов на то, чтобы помогать людям. Вы назвали какое-то очень малое количество тех, о ком знаю я. Людях, которым он помогал в сложнейших обстоятельствах, бился за них, которые попадали под несправедливые обвинения, которые попадали под штрафы. Люди, блистательные режиссеры, которым, причем и российские, и не только, которые пытались осуществить свои какие-то проекты и спектакли и прочее. Он это делал не потому, что он знал, что в 2024 году вы спросите у меня в интервью во время войны кровавой, которую развязала страна, гражданином которой он является, со страной, гражданином которой я являюсь. Он этого не знал. И если бы люди, которые заработали деньги таким каким-то образом, все делали что-то полезное, мы бы с вами жили в странах намного более благополучных и лучших. Я в этом глубоко убежден. Я просто научился ценить человеческие проявления. Вот как бы научился. Должен ли я вам доказывать, что он это делал? Нет. Должен я вам сказать... Нет, это он делал лично, искренне, потому что он верит, что людям надо помогать. Не знаю, он по-своему религиозный человек, он может в это верить. Во всяком случае, это единственный человек, который не требовал ни от одного человека, чтобы его фамилию ставили на стенку построенного им театра, музея, оперного театра или в титрах фильма. Вы нигде не найдете его. Это я ставил в 3 фильмах, я сам поставил без... что называется, по собственной инициативе, благодарность, спасибо. Потому что я его спросил когда-то, когда он помог
первому фильму, там я говорю, а что бы ты хотел? Он говорит, ничего, я куплю билеты в кино, пойду посмотрю. Это вот и все. И я, простите, знаю других. Это тоже важно. Мне есть чем сравнивать. Повторю вопрос коротко. Да. Вы не считаете, что вы в ловушке? Нет. Я же мог бы спокойно и сейчас промолчать и сказать, зная о том, что он вызывает антипатию и у украинцев большую, между прочим. Могу Он же представить. огромный, богатый человек, который как бы связан с Путиным, все считают, и видели очень многие фильм «Предатели», про него все рассказали. Я бы мог спокойно сказать, давайте я не буду о нем говорить. Я в наши времена об олигархе, о миллиардере, заработавшем в ужасных этих системе путинской власти свои миллиарды, говорить не буду. А я вам говорю о нем просто потому, что я считаю, и я не обязан сегодня это говорить. Я бы, может быть, даже, если бы я сказал плохо о нем, тоже бы ничего не произошло, поверьте. Я никак не пересекаюсь, никак не завишу. Я просто считаю, что я вот дал себе слово в 22 году, когда все случилось. Вот я почему вам отвечаю на все вопросы, если честно, ровно так, как я думаю, что я дал себе слово больше не врать. Я все равно, как бы вот на протяжении там, с 2014 года по 2022, я все равно о многом не говорил. Я старался не врать, но я уходил от вопросов, я, так сказать, старался избегать тем, связанных с Украиной и так далее. И я дал себе слово, что я больше не буду этого делать. Поэтому меня спросили про Абрамовича, я вам отвечаю честно, ровно как я думаю. Да, я считаю его хорошим человеком, который распорядился колоссальными деньгами, доставшимися ему в силу исторических обстоятельств и собственных каких-то умений или еще каких-то факторов, так, как распоряжается честный и способный к состраданию человек. От других, многих других людей, которых я знаю с большими деньгами, я этого не видел. Хочется с вами поговорить про Израиль. Не так долго, не так подробно, как про Украину, в том числе потому, что это... Я не гражданин Израиля. Ну, и это не моя война тоже. Да. То есть я не слежу за ней так глубоко, я многих деталей не знаю, но задаю вопросы. И надо сказать, что в тех выпусках, где я их задавал, после этого я сталкивался с весьма... Ну, в общем, понятно, какой реакцией. Когда приходили евреи, в том числе очень близкие, в том числе очень те, с кем друг другу симпатизируем, вот, и задавали самые разные вопросы. Вот, Юра, что это ты решил спросил? Позволили себе? Что ты себе позволил? Да. Главный вопрос. Александр, вы, когда говорите про Украину, войну России и Украины, про саму Украину, про Россию, вы, ну, на мой взгляд, это оценочное суждение, но так или иначе вы, ну, очень адекватны. Вы проявляете сдержанность, попытку найти какое-то непростое решение, услышать обе стороны и прочее. Гуманизм, и главное, гуманизм. Коротко и в лоб. Что с вами происходит, когда вы пишете про Израиль и Палестину? У меня, у многих в нашей редакторской группе, у многих людей, которые на вас подписаны и с которыми я общаюсь, впечатление, что это пишет другой человек. Что происходит? Это тот же. Я просто более эмоционален, потому что я с этим сталкиваюсь уже много лет. И я считаю, и я очень нетерпим к тому, что называю антисемитизмом, расизмом, ксенофобией. Это для меня главные такие элементы. Поэтому я так и реагирую. В теме Украины и России того, что я называю расизмом или антисемитизмом, нет. Или ксенофобией. Есть шовинизм, с одной стороны, такой имперский. Конечно. Так. С ним я умею как бы разговаривать. Это не является для меня проблемой. Я, безусловно, эмоционально реагирую с детства. Это для меня такая как бы больная история. И, может быть, это как бы мой посттравматический синдром на все, что связано с антисемитизмом. Очень многие люди, пишущие о сложнейшем ближневосточном конфликте, сложнейшем, в котором нужно разбираться в огромном количестве деталей и нюансов, пишут с позиции, конечно, радикально антисемитских и ксенофобских. На них я реагирую. Окей.
Тогда я задам вопрос. Меня нельзя обвинить в антисемитизме, и тому есть много, в общем, подтверждений. Нет, я отвечаю на нормальные, адекватные Но даже вопросы. у меня, у человека, который понимает ваше недовольство, ну, то есть также приходит в ужас от того, что на пропалестинских митингах люди выходят с флагами ИГИЛ. Такое бывает, бывает. Но важно сказать, что это не все митинги пропалестинские. Меня также вызывает удивление флаги ЛГБТ за Палестину. То есть ЛГБТ могут быть за Палестину, это совершенно нормально, но просто как бы много вопросов логических возникает, исходя из этого. Конечно. Знают ли эти люди, как относятся к ним? Натаньяху сказал, это цыплята за Kentucky Fried Chicken. Но у меня много вопросов все Давайте. равно. То есть я обозначил это, чтобы было понятно и вам, и Израилю, которому я очень симпатизирую как государству и их демократии и всему остальному, было ясно. Как вы относитесь к бомбежкам Израиля жилых кварталов Газы? Слушайте, я отношусь к этому как естественному праву страны на военный ответ на нападение на себя. На страну напали. На Израиль напали. Совершено было самое большое убийство мирных людей со времен Второй мировой войны. В один день. Это бесспорно. 7 Нет, это октября дальше. Чудовищная дата. Нет, так я заканчиваю, продолжаю, вернее. Дальше. Те, которые напали, это 40 тысяч вооруженных бойцов Хамаса и исламского джихада, которые тратили на протяжении скольких лет? Они в 2007 году пришли к власти. Соответственно, в 2023 году они осуществили нападение. Все эти годы они тратили миллиарды долларов, которые поступали в Газу со всего мира, включая Израиль, Соединенные Штаты, Европейский Союз, огромное количество арабских государств и Организацию Объединенных Наций, не на то, чтобы превратить Газу в благополучное государство а-ля Сингапур. У них колоссальной красоты побережье, этот Газа-стрип так называемый, колоссальный, которым можно было бы легко построить отели, превратить это в курортный район. Они ничего не сделали, у них нет ни одной электростанции, они делают все, они все эти деньги потратили на создание инфраструктуры террора, представляющей из себя систему подземных тоннелей, длиной, превышающей длину нью-йоркского метро, это не шутка, более 1000 километров, в которых скрывались они, не пуская ни одного человека из мирного населения Газы, из своих семей, только вооруженные бородатые религиозные фанатики, сжигавшие живьем людей 7 октября, убивавшие мальчиков и девочек на музыкальном фестивале, запекавшие младенцев в этих, извините, микроволновках, они спрятались в подземных тоннелях и прикрылись мирными жителями как живым щитом. Дальше вопрос. Они знали, что они делают. Они при этом подготовились. Я сейчас говорю очевидные вещи, простите. У них работает на потоке их фабрика производства видео и, естественно, живого видео настоящего, потому что люди погибают. Я вам скажу сразу, мне жаль любого невинного человека. Любого. Мне нет разницы между его национальности и происхождения. Я не понимаю, какая страна в мире не ответила бы на нападение столь жестокое на себя. И каким образом можно проводить это нападение, кроме как бомбардировок тех подземных тоннелей и тех кварталов, где скрываются, извините меня, боевики террористической организации. По пунктам. Слишком много дополнительных вопросов. Во-первых, есть ли доказательства того, что детей во время атаки запекали в микроволновке? Во всяком случае, есть, простите меня, показания огромного количества людей, которые там... У меня есть, как и у всех, кто этим интересуется, примерно час этого видео, которого показывали... Вы посмотрели? Да. Там есть про запекание детей? Нет, там есть все остальное, но вот эти 2 эпизода, где младенцев совали в микроволновку, их 2 эпизода, они взяты из свидетельских показаний. Мои друзья из Израиля
говорят мне, те, которые за Израиль, это максимальные патриоты страны и государства, говорят, что это фейк израильской пропаганды. А вы его транслируете из одного интервью в другое. Но, тем не менее, Но при этом железно вы не факт-чекали. Нет, я читал свидетельские показания. Если я ничего не путаю, это показания НКО, которая была прям поймана на преувеличениях, Нет, лжи. это я читал показания людей, не НКО, людей. И это было в Гаарец газете, которая вполне, на самом деле, левая газета, то есть более расположенная к мирным разрешениям конфликта и так далее. У нас, простите меня, а сколько пришлось доказывать факты насилия над израильскими женщинами, прежде чем Организация Объединенных Наций признала это? Нет, я зацепился про да, я атака говорю, чудовищная, но мне кажется, важно и описывая ее, соблюдать точность. Понятно, что убили 1200 человек диким садистским образом, это же понятно, да? Это чудовищная атака. Как на это не ответить? Да. В моем вопросе не было Я понимаю, обсуждения, нужно ли было отвечать или нет. Мой вопрос про... Вот смотрите, есть террористы, туннели. Разумеется, с ними надо расправляться. Нет вопросов относительно того, операцию нужно или не нужно начинать. Разумеется, нужен ответ негодяям, которые таким образом хотят что-то сделать с обычными гражданскими людьми, вообще с людьми. Я про то, что гибнет большое количество мирных жителей. В том числе из-за того, что ракеты прилетают не только по туннелям, но и по домам. Конечно. И мой вопрос был в этом. Как вы к этому относитесь? Я к гибели мирных людей отношусь всегда ужасно. Всегда. Для меня это такая же болезненная история. Я писал и о гибели мирных россиян точно так же. Я всегда пишу, но я всегда задаюсь вопросом, а кто в этом виноват? Ну, кто виноват в гибели 4 миллионов мирных немцев во Второй мировой войне? Они погибли при бомбардировках союзной авиации. 4 миллиона человек. В это время погибло 70 тысяч только британских граждан. Это очень много. Но 70 тысяч против 4 миллионов. Следует ли из этого, что немцы были правы и достойны большего сочувствия, чем англичане? Или все-таки в их гибели виноват Гитлер? Вот и все. Есть те, кто виновны в провоцировании войны. Эту войну начал Хамас. Хамас получил на это команду и благословение от Ирана. Мы имеем ситуацию войны, Израиль в кольце врагов. Его атакуют со всех сторон. Вы это видите. С 8 октября его атакует Хизбалла. Постоянно ракеты и обстрелы йеменские хуситы. Я уже не говорю о Хамасе. Кто их вооружает? Кто снабжает деньгами? Кто поставляет оружие и ракеты? По 150 тысяч ракет. Тяжелая артиллерия. Это все Иран. Простите меня, каким образом в стране можно выжить, если она ясно понимает, что против нее работает колоссальной силы враг, 80-миллионная страна, находящаяся под властью режима аятолл. К сожалению, это великий древний народ. Подавляющее большинство иранской оппозиции, между прочим, поддерживает израильтян. Если вы выйдете на любой площади европейского города, вы увидите стоящих рядом с израильтянами или людьми, разделяющими израильскую боль, вы увидите иранскую оппозицию. Но, к сожалению, Иран в том виде, в котором он есть, через свои прокси, так называемые армии, Хезболлу, Хамас и прочих, атакуют Израиль со всех сторон. И атакуют, они научились это делать умным образом, адресуя прежде всего свои действия западному медиа. И западная медиа на это покупается в силу множества причин, о которых мы можем говорить. И той самой деколониальной оптики, о которой я говорил в применении к Украине. И просто исходя из тех ценностей, которым учили молодых людей многие годы, что плохо убивать, так сказать, и так далее, и так далее. Я с этим согласен, конечно. Вы же полагаете, что есть живой человек, который считает, что нужно убивать мирных людей в Газе? Нет. Таких людей нет. Ну, смотрите, просто главное мое недоумение, которое возникает, когда я читаю ваши соцсети про Израиль и Газу, оно следующее. Вот есть Роднянский, который пишет про жертв российско-украинской войны с максимальной эмпатией и сочувствием.
Вы сами вспоминали ту же самую семью из Львова, где погибли все дети и жена этого жителя Львова. Да. Я не могу вспомнить сходу, но предполагаю, что вы про жертв с российской стороны тоже могли я упоминаю писать. о них, да. Да. Ну, то есть я чувствую в этом эмпатию. Я чувствую, с какой вы пишете об этом жалостью, или там, например, с каким сочувствием пишете там про политзаключенных в России. Это тоже есть. Но когда вы пишете про Израиль и Палестину, вот я сейчас говорю про ощущение, что этой эмпатии по отношению к людям, которые в Газе есть, а, смею предположить, там не только террористы. Я думаю, что многие читатели ваших социальных сетей этого тоже не чувствуют. То есть этой эмпатии нет. Это выглядит так, как будто вот палестинцы мирные, они не такие же жертвы, как жертвы других войн, а какие-то вот, не совсем Нет, такие. я говорю, что они жертвы Хамаса. Это вообще, это вот еще раз, я понимаю, что это на уровне чувств, но любой человек, который просто задастся целью, так же, как я, прочитать большую часть ваших телеграм-постов и инстаграм-постов про Израиль, вот это не только мое ощущение, я вас уверяю. Нет, я вам верю. Зачем мне вы не должны ссылаться на кого-то еще? Я вам верю. Я реагирую болезненно, потому что эта война давно стала инструментом антисемитской войны, нарастающей во всем мире. Давно. И она используется исключительно не... Я понимаю, я когда чувствую, что люди задают вопрос не потому, что они испытывают, им важно использовать эту карту для того, чтобы объявить Израиль апартеидом, знаете, единственную демократию на Ближнем Востоке, в котором спокойно вы можете голосовать за любую партию, переизбирать правительство, в которой арабский судья, осуждая, отправляет еврейского президента в тюрьму, в которой 2 миллиона арабов представлены партиями в парламенте и судьями Верховного суда, работают врачами, профессорами, инженерами. Страна, в которой на самом деле вы имеете защищенные права, свобод, меньшинств и так далее. И если я чувствую, что люди хотят заблеймить Израиль, объявить его государством апартеида в интересах теократических режимов, не уважающих ни меньшинства, ни ЛГБТ, ни женщин, унижающих и убивающих политических оппонентов. В Газе в 2007 году они, придя к власти, уничтожили ту самую Организацию освобождения Палестины, ныне называемая партия называется ФАТХ, сбросив их с крыш. Они уничтожали всех этих queer people, ЛГБТ, сбрасывая их с крыш. И это вот как бы объявляется государством, за которое как бы надо защищать от государственного апартеида. И когда их называют государством геноцида, я на это реагирую. А когда задают вопрос, как вы задаете, я спокойно могу вам сказать, да, я сочувствую огромному количеству людей. И мне жаль, что они, простите меня, оказались заложниками Хамаса, который не дает им в своих 1000 подземных тоннелей, не выпуская заложников. Мы с вами еще слова не сказали о том, что там заложники, еще 100 человек, которых держат уже больше года. И для меня это тоже важно. Я себе представляю этих 2 рыжих детей, одному сколько там было, один другому 3 года, которые там сидят уже год в этом подземном тоннеле. А то, что рассказывают люди, которые там побывали. Им же ничего не стоило выпустить заложников, извините меня, и каким-то образом начать разговоры. Они бы сразу решили огромное количество проблем. На Израиль бы со всего мира бы нажали, если бы отдали заложников, и война бы прекратилась. Но они держат их намеренно, потому что они знают, и они заявляют об этом. И были опубликованы неоднократно, уже последний раз опубликованы эти разговоры Синвара с руководителями Хамаса, Синвара, которого отдали после 4 пожизненных, его приговорили 4 пожизненным заключениям, его отдали среди тех 1000 палестинских заключенных, среди которых было большинство людей с кровью на руках, террористов, в обмен на этого капрала израильского, когда обменяли одного на 1000. И именно он это и устроил. Его разговоры были опубликованы, в которых он говорил неоднократно, все развивается по плану, они бомбят, мы выигрываем и так далее. Их планом было подставить мирное население. Их планом было добиться реакции на Западе. Их планом было
представить Израиль в том виде, в котором огромное количество сейчас представляет. Я хочу услышать от одного человека. Я против того, чтобы погибали люди. Везде, в Украине, и в России, и в Газе, и в Израиле. Как в этой ситуации, может, поступила бы любая бы Соединенные Штаты Америки, разнесли бы к ядреной фене все бы там, что стояло. Вы посмотрите, сочетание, эта пропорция погибших мирных к военным в Газе в разы лучше, чем то, что погибли во время войны в Ираке или во время войны в Сирии. Плохой пример США, потому что вы же тот человек, который с самых первых дней войны говорит, что негодяйское поведение кого-то не дает тебе повод вести Конечно, себя не как негодяй дает. самому. Я вам говорю о том, что Израиль 2 к 1 погибло мирное население. Это огромное количество. Но это не 10 к 1, как погибают во время войны. 2 к 1. Там погибло 20 тысяч террористов убито, между прочим. Александр, я понимаю, что Да. это очень сложный вопрос, Очень сложный. и он выглядит нерешаемым. Именно поэтому, если вы обратите внимание, я сейчас не говорю про то, правильно, неправильно делает Израиль. Я Да. сейчас говорю про вас. Да. Вот. И я говорю исключительно, поскольку... И объясню, почему мне это, мне кажется, важно. Вот смотрите, вам не кажется, что когда вы текущую войну Израиля обсуждаете, вы выступаете, вы пользуетесь часто методами российской пропаганды? Нет. Ну вот смотрите, есть что-то это из ваши посты, а что-то репосты в Телеграме, у вас их довольно много. И, например, один прием. Здесь появится 2 поста про то, как вы оцениваете разрушение городов. И в целом тот месседж, который вы закладываете в сообщение, это следующий прием. Израиль, конечно, разрушает города, но не так много, как говорят в Палестине. Это вполне себе риторика российской пропаганды. Слушайте, я каждый раз добавляю к этому, что я говорю о жертве агрессии. Это государство величиной, вы на карте посмотрите, там все маленькое. Там маленькое государство. На Израиль напали, как и на Украину. Это 2 страны, которые защищаются от агрессии. В свое время почему придумала КГБ СССР эту историю с ОАП? Потому что они поняли, что в информационном ключе война, в которой крохотный Израиль, тогда было 3 миллиона человек, противостоящая огромному в те времена, в 1964 году, огромному солидарному арабскому миру в 250 миллионов человек, это заведомо проигранная информационная позиция. Весь мир сочувствует Израилю. И они решили изменить, умные люди, между прочим, были в те времена, решили изменить политтехнологическую концепцию. Придумали палестинский народ. Что значит палестинский народ? Сибирский народ? Или какой? Альпийский народ? Это, извините меня, арабы. Арабы, живущие в Палестине, ничем не отличающиеся от иорданских арабов или от тех, которые живут в Сирии или в Египте. Да, они там жили, и многие живут в Израиле, и живут израильскими гражданами, и очень хорошо живут. И дальше они придумали, соответственно, огромный и мощный Израиль, противостоящий, который подавляет маленький палестинский народ. Это намеренно созданная концепция. И я вам говорю, каждый раз надо вспоминать одну простую вещь. В первый день создания еврейского государства, которое было создано после Холокоста, после 6 миллионов погибших людей, лежащих на совести, в том числе не только убивавших их немцев, а не спасавших их западных цивилизаций, западной демократии. В 1938 году в Вивиане на совещании, посвященном судьбе лишенных гражданских прав немецких и австрийских евреев, встретилось представителей 36 демократических государств. Они обсуждали судьбу евреев. Немцы говорили, они в тот момент не приняли решение о том, что делать с евреями. Они говорили, только мы хотим Judenfrei Germany, соответственно, свободную от евреев. Мы хотим, чтобы они убрались. Но они не знали, куда. Их никто не принимал. И эти 36 стран демократических, включая Соединенные Штаты, включая Великобританию, включая Францию, встретились для того, чтобы обсудить судьбу почти 1,5 миллиона человек, лишенных гражданских прав. И что вы думаете? Все отказались, кроме одной крохотной Доминиканской республики, диктатор которой принял решение, что он может принять 100 тысяч евреев, потому что они его глазами были белыми, и ему хотелось разбавить немножко черное большинство в своем небольшом государстве. После этого немцы поняли, нацистская Германия, что евреи никому не нужны, и пришли к тому, что в результате стало
так называемым «Endliche Lösung», финальным решением еврейского вопроса, уничтожением евреев. Соответственно, в 1947 году, проголосовав за создание еврейского государства, Европа и весь мир голосовал. Между прочим, Советский Союз был ключевым игроком в создании Израиля. Он голосовал, он влиял на те государства, которые поддерживали политику Советского Союза. Это было во многом следствием, естественно, помимо тех оснований исторических, которые там были, но неважно, но, конечно, следствием катастрофы Второй мировой войны. В первый день создания государства 5 арабских государств объявили войну и вторглись на территорию. И Израиль дальше отвоевывал свое право на жизнь только в войнах. Они не начали ни одной войны. Они каждый раз, так сказать, сталкивались с агрессией. Каждый раз. То есть, иными словами, мы имеем дело с колоссальной длины и сложности конфликтом, продолжающимся долгие годы. И я его хорошо знаю, я слежу за этим всю жизнь. И я понимаю, до чего сложно огромному количеству людей в сегодняшних обстоятельствах согласиться с тем, что погибают мирные люди. И любому человеку сложно. Но решить это можно только мирным образом. Израиль в 2005 году силой ушел из Газы. Армия израильская, армия обороны Израиля переселяла евреев. Силой. Более того, они переселяли не просто живых евреев, они выкопали всех похороненных, все кости. Они выкопали всех, потому что они знали, что будет с мертвыми или живыми евреями, если их найдут в Газе. Они ушли. Они оставили цветущие оранжереи и теплицы, из которых они продавали по 50 миллионов цветов из Газы. Еврейские теплицы эти продавали по всему миру. Они продавали 50 миллионов цветов. Что сделали? И они думали, они оставили их в сохранности, думая, что пришедшие туда местные жители, арабы, начнут пользоваться, и это будет основанием для их будущей благополучной жизни. В 24 часа это все разрыли, уничтожили, сожгли и даже разобрали канализационные трубы на медь. Ничего не осталось. С 2005 года они отдали это все. Что еще было нужно? Стройте свое государство. Не стали строить. Стали строить инфраструктуру террора. Чему учат детей в школах? Почитайте их учебники. Это же неоднократно публиковали. Вы хотите сказать, это не оправдывает убийство мирных людей? Не оправдывает ничего. Не оправдывает убийство мирных людей. Понимаю все, о чем вы говорите, именно поэтому и всю сложность конфликта, конечно, и все остальное, и сложность положения Израиля, именно поэтому я намеренно обсуждаю вот в этом блоке только ваши реакции. Вы репостите картинку, где палестинские дети в Газе с оружием, с автоматами стоят и со всем остальным. В вашем телеграме. Вы не помните? Не помню, но неважно. Да. Но это выглядит как без комментариев каких-то, вот просто в формате репоста, а именно там в формате репоста, это выглядит так, что все дети Газы террористы. Нет, это так не выглядит. Но простите меня, когда... это точно так же выглядит, когда показывают украинцев, нет, которые... детей в Украине нет воюющих. Нет, показывают зигующих украинцев со свастиками или с чем-то еще, которых там, очевидно, меньшинство на российском телевидении. Да, я понимаю. И это подразумевает для большого количества зрителей, что, все украинцы фашисты, поверим Путину. Слушайте, перестаньте. Вот все украинцы фашисты — это безобразная риторика, в которую верят только психически больные люди. Она распространяется таким образом. Самое главное в другом, что обвинением Израиля является уже как бы перешедшее в мем убийство детей. Дети там с 16 до 19 лет воюют. Дети с 16 до 19 лет воюют. Считаются по ООНовским подсчетам 19-летние детьми. Поэтому тот, кого я перепостил, я не помню конкретно, но, наверное... и те, кому меньше 16. Да, вряд ли. Слушайте, огромное количество, неважно, огромное количество людей, я видела фильмы в Африке, об Африке, в которых дети воюют там 12-13 лет с автоматами, расстреливают, убивают. Потому что несколько этих и мусульманских каких-то еще движений в Африке используют детей, как бы индоктринируя их с юности. Я никоим образом не пытаюсь что-либо сказать вообще обо всех. Это вообще не в моей системе координат. Я уже неоднократно это говорил. Я это не распространяю ни на россиян по паспорту, ни на жителей Газы, ни на жителей Западного берега. И я не буду повторять шизофренические
приемы антисемитской пропаганды, говоря, что у меня есть арабские друзья или что-то еще. Это обычно говорят антисемиты. Да нет же, я не антисемит, у меня есть еврейский друг, у меня много арабских друзей. Вообще не в этом дело. Вообще не в этом дело. Я пытаюсь работать с тем, что я вижу колоссальной машиной, продуманной, хорошо финансированной пропаганды, являющейся частью той гибридной войны, которую начал Хамас 7 октября. Вот все то, что видно, является потоком информации из Газы, это часть той войны, которая началась 7 октября. Для меня это так. Это не означает, что я радуюсь убийству людей, и тем более мирных. А вы, когда перепощиваете просто такое видео без контекста, вы не участник пропаганды с противоположной стороны? Нет, я пишу, как правило, своего и много. Давайте я тогда покажу. Да, просто чтобы не быть, чтобы вы понимали контекст, поскольку у вас там много контента. Вы перепощиваете «Голос Израиля», видео, где стоят дети с калашами и всем остальным, и сообщение. Встречайте, невинные, в кавычках, дети-террористы, новобранцы террористического движения «Исламский джихад» в Иудее и Самарии. Заметьте, все одеты в гражданскую одежду, чтобы, когда их ликвидировали, сразу можно было забрать автомат и снять на камеру, как невинных детишек, убитых злыми сионистами. Ну, у них даже милитанты взрослые в гражданском воюют. Это тоже, это давно известный их прием. Они специально снимают хаки. Это, на самом деле, я вам об этом и говорю. Ну это же о деле их, понятно. То есть вы не участвуете в пропаганде, когда с обратной стороны, когда просто это перепащиваете? Скажите, пожалуйста, это я их собрал, этих детей, и дал им в руки автоматы? Просто мне интересно. Или это сделали те, кто участвует в пропаганде все-таки? Я думаю, это битва двух пропаганд. Нет, секундочку. И Александра Роднянского я привык воспринимать как человека, который Нет, я не имею отношения к тоньше. Да, человек, который, во-первых, там не участвует. Человека, который тоньше. Ответьте мне на вопрос, кто снял эти кадры? Очевидно, что люди в Газе. Конечно. Да. Или не в Газе, а где там это на западном берегу. Хорошо. Возможно... Это же они сделали, это же их пропаганда. Александр, возможно, это проблема моих ожиданий, возможно, проблема ожиданий. Нет, это не ваших ожиданий. Я рассчитывал от Александра Роднянского такой пост в комментариях, что в этом пост, он носит информационный характер, окей, да, и, то есть многим действительно важно увидеть, как могут выглядеть дети в Газе. Но я ждал от вас, что вы просто скажете еще, что не все дети в Палестине такие. Чтобы у ваших читателей не складывалось впечатление, что каждый ребенок такой в Газе. Вы считаете, что после этого все решат, что все такие? Я скажу, что на пике, скажем так, остроты происходящего и всего остального у кого-то может сложиться такое впечатление, и люди вроде вас, они как раз, как мне всегда казалось, они должны каким-то образом это модерировать и подкручивать. Я примерно этим и занимаюсь все время. Но я обращаю ваше внимание, что группа негодяев собрала детей маленьких, вручила им в руки автоматы. Это сделали, не простите меня, не сотрудники отдела пропаганды Цахала или не сотрудники израильского министерства какого-нибудь, и тем более не я. Это сделали люди в Газе или люди в этом самом исламском джихаде. Они считают возможным детей использовать для этой цели. Они считают необходимым это пропагандировать. Это они делают. Причем тут мы? И финальное. Вы тоже репостнули также видео, где обыск в каком-то из домов в Газе, и там на планшете на заставке находят Гитлера. Помните? Да, наверное. Да. Это же визитка Яроша. Это же пропагандистский прием абсолютно в духе визитки Яроша. Это типичный прием российской пропаганды. Нет, секунду, подождите. В огромном количестве материалов пропагандистских внутри Газа и даже в школах ООН они ссылаются на позитивный опыт гитлеровской Германии. Верховный муфтий Иерусалима перед созданием государства, начиная с 20-х годов, занимался в чистом виде организацией арабских отрядов, которые нападали на еврейских поселенцев. Верховный муфтий встречался с Гитлером, создавал арабский легион, воюющий за национал-социалистов, выступал против англичан. Гитлер называл его своим другом. Он создавал аналог Гитлерюгенда. Именно он, верховный муфтий Иерусалима,
Хусейн был тем самым человеком, из-за родства с которым нашли Ясера Арафата. Он был племянником этого муфтия. Это на самом деле давние, хорошо известные связи. Причем тут Ярош? Это совершенно другая сложная история, Юра. Сложная история, в которой очень большое количество людей выступали на стороне национал-социалистов. Так вам же также объяснят, что это сложная история отношения Западной Украины к фашистской Германии, коллаборационизму и все остальное. Ну, и мы с вами... Всегда найдется. Но вы же сами говорили, что в историю не идем копаться. Мы не идем копаться, но я вам говорю, что это естественное наличие этой свастики. И что я это не снимал. Но вы это репостнули у себя. Я репостнул очень много, и я пишу тексты. И многие люди посмотрят и подумают, ага, все палестинцы фашисты. Сработает та же реакция, Нет. как и в России. Я же цепляюсь только за это, за то, что именно приемы освещения работают так же. Огромный объем, извините меня, средств массовой информации сегодня воюют с Израилем. Огромный, преимущественно, в отличие от помощи Украине, которой большинство западных средств массовой информации, если не сказать почти все, на стороне Украины. Израиль атакуют со всех сторон. Что вы говорите о моем скромном личном блоге, как о пропагандистской? Это мое личное мнение. Вы можете смело сказать, как вы сказали, что тут я не объективен. Значит, я, на ваш взгляд, здесь не объективен. Но я знаю, какая волна противостоит Израилю. И для меня это важно. Я считаю ее несправедливой. Я считаю ее намеренно сконструированной. Я считаю, что это хорошо организовано, в отличие от тупой российской пропаганды, опирающейся на бессмысленные фейки, на абсолютную ерунду, и которая не учитывает огромное количество очевидно доступных информационных материалов о сложной стране под названием Украина. Я вам говорю об Израиле, который на самом деле, за которым не видят ничего, кроме того, что пытается навесить на него эта пропагандистская атака. Государство апартеида, геноцид и прочее. Это ложь. И все, что я пытаюсь продемонстрировать. Но из моих же уст вы не слышали ни про апартеид, ни про историю, ни про справедливость присутствия. Я вам объясняю свою позицию, а не то, что не спорю с вашей. Вы вправе задавать любые мне вопросы. Финально по этой теме. Да. Сейчас в мире происходит так много кошмара и ужаса, что каждый человек рано или поздно должен пройти тест на гуманизм. И в каких-то точках, например, среди многочисленных конфликтов, которые в мире происходят, не все этот тест проходят. Как вы сами считаете, когда речь касается... Нет сомнений, что вы проходите тест на гуманизм, когда идет про Россию и Украину. У меня даже нет вопроса про это. А как вы сами для себя отвечаете на вопрос, проходите ли вы тест, только откровенно, тест на гуманизм, когда речь касается Израиля и Палестины? Прохожу, потому что я не считаю возможным обойтись в решении этой вековой проблемы. Я вижу там, честно говоря, свет в конце тоннеля, без того, чтобы создать абсолютно равные условия для развития арабского народа в Палестине. Я не вижу в этом ничего, чтобы мне помешало видеть перспективу для них. Я точно понимаю, что это можно сделать. И вообще моя позиция сводится к тому, что я считаю, что Израиль должен рано или поздно вступить в рабочие, такие абсолютно союзнические, если хотите, отношения с умеренными суннитскими режимами, с Саудовской Аравией, с Египтом. Они же сумели обменять территорию на мир. С Иорданией, они договорились о миром, и с Иорданией, с Бахрейном и так далее, и так далее. И тогда возникнет хоть какой-то такой прообраз мира в этом регионе. И тогда усилиями, прежде всего, Эмиратов и так далее, этих режимов можно будет создать или помочь, или они со своей стороны проконтролируют таким образом создание палестинского государства, чтобы оно не попало в руки очередным террористам. В этом же проблема. Это война с террором, который питается из Ирана на сегодняшний день. И давайте не будем друг друга обманывать. Мы каждый раз от этого стыдливо отворачиваемся. Без решения проблемы Ирана, без вовлечения туда мощнейших арабских режимов, чему будет рад Израиль, это не может решиться. Я не вижу ни одного военного решения. Поэтому я считаю, что я вижу гуманистическое решение, я вижу счастливое будущее для арабского народа. Почему же нет? А если упростить, то какое? Договориться с богатыми арабскими странами
Зато- и для того, пусть чтобы они они надавили на... Не надавили, а взяли на себя ответственность, строили, создавали рабочие места, помогали Мы бы сейчас им. про что? Про Палестину или про Иран? Палестину. Про Палестину. То есть Конечно. богатые арабские страны берут Конечно. на себя ответственность за Палестину, Да. и она живет в мире с Израилем. Конечно, и тогда возникает А что с мир. Ираном? Иран — это, простите меня, решение мировой политики, не связанное. Я надеюсь, что рано или поздно режим Аятол, ровно так, как мы надеемся, что Россия изменится, точно так же мы надеемся, что изменится Иран. Я точно знаю, что сложнейшая, древнейшая и культурнейшая страна, такая как Иран, имеет все шансы на то, чтобы измениться. Мне жаль, что она попала в руки религиозных фанатиков, но я абсолютно убежден в том, что у нее будет свой шанс измениться. Произойдет ли это с помощью внешних воздействий, я не знаю. И я противник, честно сказать, любых войн. Но я точно понимаю, что без твердой позиции Израиль исчезнет. Его просто не будет. Но я понимаю, что можно создать счастливое будущее для арабских людей, для арабского народа, живущего в Палестине. Что здесь сложного, если этим займутся не террористы? Что? Туда должны прийти деньги, за ними должны следить, чтобы они не попали тем, кто начнет строить тоннели, покупать ракеты и контрабандой, чтобы туда поставлялось оружие, как оно шло через Филадельфийский коридор, вот это отделяющий от Египта газу. Вот от этого надо избавиться. И я себе вполне представляю, что через 20, 30, 40 лет там может быть вообще мир без границ. А почему нет? Люди же работали там, простите меня, а где работало почти 500 000 человек из Газа? Они же в Израиле работали. А у них у всех были разрешения на работу в Израиле. И если когда-нибудь там прекратится, так сказать, жизнь террористических организаций, я понимаю, что глазами израильтян, переживающих чудовищную войну сегодня, и обманувшихся в десятки раз в своих ожиданиях, потому что в 2000 году премьер-министр страны Эхуд Барак предлагал палестинской автономии 97% их территории. 97% они отказались. Они пережили, израильтяне, массу надежд, они видели это. У них были премьеры, которые брали на себя ответственность за то, чтобы подписать мир. Они подписывали мир и пожимали руку Ицхак Рабин, извините меня, Ясеру Арафату, на котором была кровь огромного количества невинных людей после массы террористических актов. Они на это шли, и они готовы на это будут пойти опять. Но для этого должен появиться партнер с той стороны. Мир должен быть создан. Понятное дело, что сегодня, когда идет война, об этом говорить сложно. Израильтяне могут считать, что я говорю эти прекрасные, благодушные, так сказать, свои мечты о будущем, не имеющие отношения к реальности. Но я верю только в такое. Я верю в то, что возможно гуманистическое разрешение конфликта. И я всегда говорю, что представление о будущем может решить перспективы сегодняшних конфликтов. Мы должны делать настоящее. Не надо думать о том, что было в прошлом, и не надо думать о том, как будет плохо в будущем. Надо постараться изменить настоящее. Это можно сделать только тем образом, когда рациональные, умеренные силы восторжествуют и получат шанс помочь нормальным людям. Но когда ты находишься в террористическом режиме, когда тебя в школе с детства учат, что евреи враги их, и ты попадешь в рай, если ты убьешь, и тебя там встретят 72, ну извините, я цитирую, кто из этого вырастет? И они обвиняют детей, и обвиняют тех, кто их учит. Что детей-то обвинять? Они, к сожалению, учатся тому, что они учатся, тому, что их учат. И все, не поднимается, несмотря на все провокации, мощная волна на западном берегу, обращаю ваше внимание. Там нет войны. Да, там есть отдельные террористы, с которыми там приходится расправляться. Но на самом деле волна не поднимается, потому что они более благополучные. Потому что у них есть работа, им есть чего строить и о ком заботиться. Вот и все. Здесь постоянно вспоминают фразу Голды Меир, которая сказала, что мир наступит тогда, когда наши противники начнут ценить и любить своих детей больше и свои семьи, чем ненавидят нас. Вот и все. Вот победить надо эту ненависть и научиться строить. Я в это верю, если честно. У немцев же получилось после чудовищной войны, после этих десятков миллионов погибших, после ненависти по отношению к ним из огромного количества соседних стран, они сумели измениться и стать. Ну, мои вопросы как раз про это были, что вот сейчас вы говорите так, что в гуманистическом ключе. Ну да. А вот посты, которые я вам приводил, казалось, что они ненависть рассеивают.
Нет. И именно поэтому я цеплялся. Нет. Ну, слушайте, значит, надо смотреть в контексте. Я же пишу в объеме. Где-то я допускаю, что я могу перепащивать, потому что пишу, я всегда очень сдержанно, я выверяю каждое слово. И даже то, что я пишу и об Израиле, мне кажется, там нет ничего, что можно было бы истолковать или интерпретировать, как извините меня, ненависть или что вроде этого. Ни в коем случае. Я вспоминаю ваш пост про то, когда Международный суд, в общем, выкатил свои претензии Израилю. Да. И вот здесь появится ваша цитата, и она начинается с того, что, ну, там, разумеется, это логичное решение суда. Во-первых, судья араб. Да, представитель Ливана долгие годы голосовал. Ну, во-первых, судья араб. А как, по-вашему? Ну, Ну, это это звучит... Вы же только что мне говорили, Нет, что судья секунду. араб может работать... Не может быть судья... Судья араб, есть, это ваша фраза, в государстве Израиль, который Это может естественно. посадить в тюрьму президента Правильно, Израиля. но суд, который судит конфликт между арабами и евреями, не может быть представитель одной из воюющих сторон. Не может. Это конфликт интересов. Но это же, извините, азбука. Любой другой. Намибиец, нигериец. Но почему араб? Что, мало народов на земле, которые должны быть председателями Международного уголовного суда? В момент, когда страну Израиль обвиняют в геноциде арабского населения. Как по-вашему? А если бы там был еврей, что бы говорили тогда по всему миру? Расскажите мне. Это же очевидно. Я говорю всегда о конфликте интересов. У меня нет ни одного вопроса к выдающемуся арабскому народу. Я мечтал всю жизнь выучить арабский язык, он мне нравится. Знаю штук 20 слов. И так далее. Делаю сейчас сериал в Египте с огромным количеством... Я же говорю сейчас, не хочу доказывать. У меня нет вопросов к арабам. У меня есть вопросы к террористическим организациям радикального исламистского толка. У меня нет вопросов к исламу вообще ни одного. Одна из великих мировых религий. Ну о чем здесь говорить? Но давайте все-таки в нашем гуманистическом запале не забывать про то, что существует очень сложные конфликты, которые не надо уравнивать правых. Я очень не люблю, когда начинают сравнивать Израиль с Россией, или те слова, которые они говорят уже на протяжении последних 75 лет, сопоставлять с тем, что возникло последние 2,5-3 года в российской пропаганде. Да, я допускаю, что российская пропаганда взяла и вытащила из огромного количества уже имеющихся за протяжении 75 лет информационного конфликта Израиля с его противниками какие-то элементы политтехнологических решений. И поэтому это так сходно. Допускаю, это же не наоборот. Израиль давно уже сражается со своими противниками. Эти противники — террористические организации, которые всегда находятся кто питать. Одно время КГБ или спецслужбы ГДР, а теперь Иран. Что хорошего в этом? Ничего. В сентябре на сайте Уилсоновского центра кинокритик Константин Шавловский опубликовал профайл про вас. Читали ли вы его? Честно говоря, нет. Не читали? Нет. Один из немногих примеров того, когда про вас вот сейчас выходит критический текст. Нет. Я просто знаю Шавловского и не стал читать. Ага. И я знаю, почему он критический. Я его выгнал когда-то с кинотавра. Но это не потому, что он что-то не то написал, а потому, что он нахамил в адрес Звягинцева в своем таком мерзком маленьком материале. И все. И причем не с кинотавра фестиваля, а из Виповской палатки, где собирались участники конкурса. И все. И поэтому я не сомневался, не знаю, что он пишет, но... Так, а что значит выгнать из кинотавра? Ну, просто это лишить аккредитации доступа? Нет. Виповская палатка, там, где не должен был быть журналист, и все. А Виповская палатка — это где Это для участников, где тусуются участники, актеры, где они могут выпивать, и где не допускают журналистов, чтобы они случайно не... Да, как это на любом фестивале происходит. А что он написал? Очень как-то презрительно про Звягинцева. А я на Звягинцева... Про меня можно писать все, что угодно, я не реагирую. Про Звягинцева как личность или про что-то, или про Звягинцева как режиссера? Я почувствовал как про личность, и это было в связи с мной очень любимым фильмом «Нелюбовь». А я, когда про него писали... Ну, это немного было, но когда вот с таким нескрываемым презрением, то это, конечно...
я отреагировал. Я про этот текст пообщался с несколькими людьми из киноиндустрии, которые точно не имеют с вами политических разногласий и точно не ваши враги. Они не ваши друзья, но при этом истории конфликта, насколько я знаю, между вами нет. И они сказали, что многие из пунктов, которые там приведены, они, в общем, мягко говоря, не лишены смысла. То есть там многое по делу. Одна из вещей, там утверждается, что Роднянский жаловался на оппозиционную речь Сакурова, которую тут произнес в 2014 году на Кинотавре. В 2014 году Кинотавр открывал Сакуров, который, получая приз за вклад в киноискусство, выступил с программной и по-настоящей смелой речью, призвав освободить политических заключенных. Роднянского эта смелость, мягко говоря, не впечатлила. Весь фестиваль он жаловался гостям на то, сколько проблем эта речь может доставить фестивалю и ему лично. Было такое или нет? Было, что я пригласил Сакурова, вручил ему приз от себя и стоял с ним рядом на сцене. И этот мелкий человечек забыл поблагодарить меня за то, что я был единственным, кто сделал это для Сакурова во всей России. Больше он нигде не выходил на сцену и не имел возможности сказать свою речь. А кому и что я делился, уж точно это, простите меня, никто никогда не подтвердит. Я такого не помню. Запретил акцию в поддержку Сенцова и Серебренникова в 2018 году. Где? На Кинотавре. Каким образом? Там была акция. У меня кто-то спрашивает про акции. Кинематографисты планировали акцию поддержки в Сенцова, который тогда голодал в российской тюрьме, но акция и Серебренникова. Но акция не случилась. С кинематографистами поодиночке проводились жесткие воспитательные беседы. Акция была запрещена под угрозой высылки с фестиваля. Да ну чушь собачья. Вы смеетесь, что ли? Это я вас могу попросить? Вы считаете, что кто-то из кинематографистов слабее, чем вы? Ну, в смысле, я вот, представьте себе, я вам скажу: Юра, не задавайте вопрос или не говорите об этом. Как это возможно практически? Я должен ответить на вопрос? Нет, это риторический вопрос. Как это возможно? Чтобы если кто-то какие-то акции хочет, то они проведут. Я не могу никаких бесед проводить, я же никто в этой ситуации. Я один из коллег. Кинематографисты, если к ним подходит продюсер, один из главных продюсеров страны, более того, организатор главного кинофестиваля, на котором действительно классно и почетно присутствовать, как я знаю актерский, режиссерский мир, у меня много было соприкосновений с тех пор, как запустился «Вдудь», с кем-то у меня приятельские отношения, с кем-то я просто много общаюсь, на них это точно повлияет. Нет. Но тех, кого я знаю, нет. Тем более люди выходили и говорили со сцены. И про Сенцова, и зачитывали текст. Конечно, говорили. 2 председателя жюри, извините меня, говорили. А все остальное вообще ко мне не имеет отношения. Как я могу на это влиять вообще? Кто-то приехал, кто-то выступил, кто-то одел на себя, что захотел. И это их право. У нас было там до 5000 человек доходило. Как это можно контролировать? Беседы вы не проводили? Да нет, у меня никто не спрашивает разрешения. Вы как-то путаете нас. Я не Министерство культуры, и я не владею фестивальным пространством. Имеется в виду, что в эфире... На открытии. На открытии. На открытии вообще ничего не происходит за пределами церемонии открытия. Приветствуют жюри, представляют жюри, представляют фильмы. И на этом открытие заканчивается, и все. Там вообще формат не подразумевает ничего. Никогда. Меня никто никогда не спрашивает, во-первых. А во-вторых, открытие уж точно, извините меня, программа телевизионного канала. И? Ничего, просто он идет в эфире, в прямом эфире шел. Или в отложенном. Я знаю человека, это не Шавловский, я с ним тоже не знаком, я просто зачитываю текст, который прочитал. Я знаю человека, которому им нет оснований не доверять, который своими ушами слышал, как вы акцию на открытии Кинотавра в поддержку Сенцова запрещали. Кто-то хотел высказаться, а вы сказали, что этого делать нельзя. Я не понимаю, когда даже практически, вот я как бы делаю фестиваль, я не понимаю, о чем вы говорите. Открытие фестиваля? Да, нет, я не понимаю. Я понимаю, что открытие. Я не понимаю, как это Туда практически. выходят разные люди. Нет, не разные люди. Там ведет 2 актера или 2 ведущих, и выходит председатель жюри, представит жюри. Все. Там больше ничего не бывает. Если 2 из этих ведущих или просто люди, которые там находятся, хотят, в тюрьме сидит их коллега,
это резонансное дело, и вот у них рвется из сердца, они хотят что-то Ну, такого не высказать. было. Они бы мне сказали, если бы рвалось сердце. Вы не запрещали? Нет, мне даже не говорили. В 2019-м хотели высказаться со сцены тоже на открытии в поддержку Голунова. Дирекция «Кинотавра» пересекла все попытки чувствительных кинематографистов выставиться со сцены. Ну, слушайте, это какой-то бред. Вот это вот из разряда все какой-то мучительного маразма. Ну вот я не знаю даже, что это такое. Ну какой-то... Ну вот если я на заборе что-то напишу, будем цитировать это. Я даже не понимаю, о чем это речь идет. Мы делали, несмотря на все сложности, лучший фестиваль в стране. Сейчас его нет. Пусть делает Шавловский. Он же в России, пусть себе и делает его, как хочет. Выступает. А что он против войны не выступил ни разу? Это кто такой вообще? Его кто-то знает? Вот он взял, чего-то мы должны цитировать, что написало некое вот это вот трусливое существо, которое сидит сейчас и по поводу войны молчит. Кого она вспоминает сегодня, когда убивают людей в Украине? Чего она не выступает? Правда ли, что с Зинаидой Пронченко у вас был конфликт, и ее лишили доступа к кинотавру за реплику, которую она произнесла: «Все, к чему прикасается АР, превращается в говно»? Нет, конечно. Как вы отреагировали на эту... Нормально, у меня с ней дружеские отношения. Я с ней виделся дня 3 назад, если честно. Вы не обижались на эту фразу? Нет, это я никогда не обижусь. Я хихикал. Вы не лишали ее доступа Нет, к кинотавру? вот это точно нет. А она же сама писала, что... Нет, слушайте... Смотрите, в 2020 году она публиковала сообщение. Я не до конца понимаю, как его интерпретировать, но вижу здесь внутри один факт, который не выглядит постиронией. Взглянув на оскаровские расклады, я поняла, что достаточно посидела у реки, и пришло время принести свои извинения Александру Ефимовичу Роднянскому, а именно переформулировать злосчастную реплику, стоившую мне кинотавра. Все, к чему не прикасается АР, не превращается в говно, а просто не получает Оскар. Сим соображением реанимирую свой канал тоже под новым стягом. Но она же здесь пишет, что стоившую мне кинотавр. Да нет, перестаньте. Она всегда... Во-первых, Зина появилась где-то в году 19 или 18, уже не помню. Брала у меня большое интервью тогда. Нет, у нас сейчас вообще дружеские отношения, я точно никогда не обижался. Я вижу, как вам не понравился текст и обращение к нему, но я процитирую вывод этого текста. Нет, вы понимаете, в чем дело? Он не то, чтобы мне не понравился, я просто, честно говоря, это такая какая-то, мышиная возня, особенно есть... на сегодняшнем фоне. Там есть вывод, и мне он не показался мышиной возней. Мне интересно, как на него отреагируете вы. Вывод, который делает автор, в общем, я его зачитаю. Возможно, слова про гуманизм и эмпатию в соцсетях, такие нужные и необходимые сегодня, это на самом деле очень... Речь про вас, про то, что вы пишете. Это на самом деле очень искренняя речь человека, который к 60 годам вдруг обнаружил их дефицит не только в мире, раздираемом войнами, но и в самом себе. Именно эту дыру он, то есть вы, ежедневно старается заполнить. Одна моя подруга заметила, после начала полномасштабного вторжения в биографию Александра Роднянского наступила 5-минутка благородства. Точнее не скажешь. То есть он делает вывод, что вы своей активной деятельностью и своими тонкими, своими разными, в том числе гуманистическими высказываниями про войну Украины и России, вы заполняете дыру в себе. Вы знаете, отвечать на слова человечка, которого я не знаю толком, я его видел, может быть, 5 раз в своей жизни, которого не уважаю, и я даже не понимаю, о чем он говорит. Для этого надо меня знать. У меня могут быть свои какие-то по этому поводу мысли, но, признаться, его подругу я его знаю, то есть ту, на которой он работал, которая родом из Львова, но не сказал ничего, ни слова про страну, в которой она родилась, и город, в котором она выросла, и в котором погибают люди. Я всех этих людей знаю. Но зачем мне о них говорить? Я вспоминаю вашу цитату. Вы сами ее рассказывали не один раз. Я вам скажу честно, у меня резко улучшились отношения даже с собственным сыном после того, как я совершил все, что совершил. Мы с ним снова говорим, как близкие люди. И когда я вспоминаю эту цитату, и когда я вижу вывод человека, пусть и неприятного вам, и, очевидно, имеющего конфликт с вами относительно заполнения дыры внутри себя, то мне
со мной резонирует такой вывод относительно того, что... И я поэтому спрашиваю вас об этом. Тот пример, вот смотрите, вы рассказываете, что у вас отношения с сыном улучшились. До этого они не были близкими. Нет, они были близкими, но мы дискутировали, естественно. У него было очень негативное отношение к российской политике, ко всему, что связано с российскими перспективами. И к тому, Он что вы считал- остались в России тоже. Да, он считал, что война неизбежна, он в этом смысле оказался очень точным в прогнозах, и что я зря там нахожусь. Вот, собственно, и это было главное. И ему казалось, что все это обречено, и что я преодолеваю сопротивление совершенно ненужной мне, так сказать, вот это ненужное мне сопротивление среде, которая как бы мне никогда не помогала толком. Ну, то есть последние годы мне в России было тяжело, я же, так сказать, не был любимцем власти. Если мне помогали, то отдельные люди, но ни в коем случае не министерство, там, какой-нибудь культуры и так далее. Вот. И ему казалось это неправильным, в особенности в связи с Украиной и предстоящей войной. Вот в этом смысле мы, конечно, нашли общий язык, когда все это закончилось. Но нет ли у вас ощущения, что вот эта ваша гиперактивность после того, как начал... Ну, сам выбор, во-первых. Во-вторых, гиперактивность, когда война началась, и ваши часто очень тонкие, очень точные, очень гуманистические высказывания, это действительно заполнение некой дыры, которая образовалась от тех компромиссов, которые у вас были, и которые вы не отрицали во всех предыдущих интервью, мы просто не проговаривали их, чтобы в 1000 раз не повторяться, что вот этот вывод, он, в общем, корректен, или, может быть, близок к правде, или в какой-то степени близок к правде? Ну, трудно мне сказать, знаете. С одной стороны, я вот как-то пытался анализировать, почему же я пишу. Меня же никто не заставляет это делать. И, в общем, я никому не обязан. И даже как бы по обстоятельствам жизни это скорее, ну, какое-то обременение. Ну, сложнее. Я же все-таки работаю, я делаю фильмы. И больше, чем раньше, если честно. И пытаюсь выстроить заново компанию. И, в общем, я занят. И я при этом каждое утро что-то пишу и отвечаю. И для меня это важно. И у меня такого не было вовлеченности. У меня есть, без сомнения, такая как бы необходимость проговаривать с людьми. Я нуждаюсь в такой коммуникации, в связи. Это первое. Без сомнения, у меня было море компромиссов, как у огромного количества людей, вероятно, в жизни. Но я отвечаю за свои. И я о них говорил и не скрывал никогда, ну, во всяком случае, в последние годы, всех этих компромиссов. И все то, что меня спрашивали, я старался отвечать честно. И сейчас тоже. Я просто, когда задаете вопросы вы, у меня это не вызывает никакого сопротивления, и я искренне вот сейчас об этом думаю. А когда пишет некий человек, которого я не уважаю, какой-то такой совершенно не безусловный, моими глазами, естественно, человек, я, естественно, реагирую вот на это. Кто это, что это? Причем все построено на каких-то слухах. Я вот не случайно это не читал. Вот вы прочитали, это какие-то слухи, кто-то что-то сказал, с кем-то... Я вот на это не реагирую. Наверное, компромиссы были и много. Я, как любой человек, полагал и полагаю, что они делались, объяснял себе, вернее, что они делались для какого-то важного и нужного дела. Ну вот, условно, делаю я фильм «Левиафан», и мне для того, чтобы потом продолжать существовать и иметь возможность продолжать работу, я делаю не какую-то жуткую там... Сериал «Стена». Сериал «Стена». По сериалу Мединского. Я да, даже написал по книжке. Ну, по юношеской приключенческой книжке. Ужасно получился. Я даже сейчас книжку написал, и в книжке об этом, так сказать, отдельно и очень подробно. Конечно, я этого, ну, не то чтобы не стесняюсь, но я говорю об этом достаточно прямо. Конечно, это и есть компромиссы, на которые идешь. А единственное, что от них никому, кроме меня, плохо не было, если честно. Это они ни на что такого плохого не повлияли. Фестиваль был важным для огромной индустрии. Мне кажется, что огромное количество людей его ценило и знало, что благодаря ему существует какое-то важное российское кино, социально активное, такое релевантное. И мне хотелось фестиваль сохранить как вот этот вот, как платформу для самых важных людей в индустрии. Я мог защищать его всеми возможными и невозможными способами, естественно. Но представить себе то, что вы спрашивали, мне трудно, потому что я не влияю на людей.
тем более таких важных и сильных людей, как вы упомянули, и которые участвовали в «Кинотавре». Не знаю, мне трудно сказать. Ну, точно не пятиминутка, это уже 3 года продолжается, знаете, как бы это трудно назвать пятиминуткой. Ну, наверное, я получаю какое-то внутреннее удовольствие от того, что я, наконец, говорю свободно и от себя. Плохо, хорошо, ошибаясь или не ошибаясь, подчас угадывая интонацию, подчас не угадывая. Но я стараюсь не врать. И действительно во мне говорит сочувствие к огромному количеству людей. И я стараюсь не судить никого, знаете. Я вот даже вот сейчас сказал об этом человеке как-то и подумал, ну зачем я на самом деле? И ему, наверное, в нынешних обстоятельствах не сладко. Ну, всем не сладко, чего уже тут говорить. Не знаю, я просто исхожу из того, что раз уже меня читают, то у меня есть такая платформа, есть необходимость. Я делаю, как вы понимаете, не монетизируя это, а просто для себя, то, наверное, стоит говорить. У меня есть ощущение, что я на кого-то могу влиять, на кого-то могу как-то заставить задуматься. Черт его знает, вот что-то вроде этого. Это, мне кажется, важным. Я, знаете, и книжку написал сейчас, и документальный фильм делаю для себя, именно свой. Вот. Просто у меня есть ощущение необходимости высказаться, собрать. Причем документальный фильм не публицистический, не про себя любимого. А вот как бы ситуацию я собрал вместе то, что снимал как режиссер в конце 80-х, в начале 90-х, то, что снимал мой дедушка во время войны, то, что снимала, имела отношение моя мама, мой учитель, фрагменты из его фильмов. Я собрал как-то вместе и попытался выстроить какую-то такую картину за какой-то смены, если хотите, жизни за очень длительный период времени, но в основном за последние 30-35 лет, потому что там очень много снятого необычного материала, плюс то, что снял во время войны. В Украине, естественно. Вот. И у меня есть такая потребность высказаться. Наверное, действительно, последние годы в России я очень много молчал. У меня было ощущение, что я больше молчал, чем говорил. Ну, в отношении своего темперамента. У меня темперамент очень публичный, и когда я делал «1+1» в Украине, я был таким громким голосом. Далеко не всегда, так сказать, точным и много раз ошибавшимся, без сомнения, но громким. То есть у меня был вот этот вот какой-то он есть темперамент, если хотите, общественный. А в России, в особенности с того момента, как начались проблемы, начались они примерно с 2011 года, я стал осторожничать и в какой-то момент замолчал. Но я имею в виду вот все политические сюжеты и контексты я старался не комментировать. И это, наверное, на меня давило. В этом смысле, наверное, можно сказать, что я восполняю. Когда кто-то будет слушать наш блог про Украину, он подумает, что Роднянский Дудь транслирует кремлевские нарративы. Объясняют, что Украине надо садиться за стол переговоров. Что вы сейчас ответили бы людям, которые заподозрят это? Нет, я мечтаю о победе Украины. И я просто вижу ее, честно говоря, и для меня победа Украины — это защищенная государственность и возможность благополучного экономического, культурного и общественного развития, как Украины. Именно как Украина, то есть страны с украинской культурой, языком основными, и в то же время как современной европейской демократии, дающей возможности огромному количеству талантливых людей, считающих возможным работать и жить в Украине, развиваться и состояться. Для меня это будущее Украины является победой. И мы всего лишь обсуждаем гипотетические возможности путей начать это строительство. Потому что больше всего меня заботит то, что сейчас погибают украинцы. Украина как страна разрушается. И от этого ничего, честно говоря, кроме печали я не испытываю. Вот и все. И меньше всего меня волнует, честно говоря, все эти кремлевские предложения по поводу того, как должна война закончиться. Я считаю, что она должна закончиться так, чтобы Украина имела возможность жить, развиваться и вернуть либо сразу, либо со временем все свои оккупированные территории. Я просто вижу мир сложнее, чем он кажется. Знаете, поскольку я кинематографист, то вспоминается фраза из кино, и
неожиданно мне пришла фраза из смешного марвеловского фильма, из «Капитан Америка», когда персонаж Сэмюэла Джексона говорит очень романтическому главному герою про свою организацию SHIELD. Помните этот щит, что SHIELD takes the world as it is, воспринимает мир, как он есть, а не так, каким хочется его видеть. Я просто пытаюсь вот это вот для себя каждый раз повторять, что мы должны видеть мир вот каковым он есть. Он очень сложный, он далеко не всегда, как в хорошем кино, закончится благополучно. Я каждый раз каких-то своих друзей спрашиваю, вот как вы себе видите победу? Как в фильме «Властелин колец», 3-я часть, когда Фродо все-таки бросает кольцо всевластия в пламя Родруина, и, значит, разрушается башня Мордора с Сауроном, и проваливаются под землю орки. Но это сказка, это sci-fi. В реальной жизни все происходит, строго говоря, совершенно иначе. И мы должны понимать самые сложные сценарии жизни, самые длинные, самые драматичные, самые трудноосуществимые, но в то же время способные стать реальностью. И вот для этого нам нужно просто все обсуждать. И мы с вами не столько обсуждаем кремлевские нарративы, сколько реальную ситуацию. Ну, так как, скажем, видим мы с вами ее, или, по крайней мере, я. Ну, если будут другие люди, они могут возразить и сказать, что это не так. И мы из этого, может быть, построим какую-то картину, которая потом что-то сложится. И кто-то из разумных людей, обладающих, все-таки мы не обладаем инструментами влияния на принятие решений, они примут те решения, которые приведут к значительно более эффективным результатам, чем то, что на самом деле вижу или не вижу я или вы. И финально. В чем сила? В нескольких вещах. Ну, вот то, что я сказал. Первое, но все-таки я думаю, что чудовищно мешает невежество в знании. Всегда была сила в знании в таком. Второе — в трезвости взгляда. В попытке, все-таки в сопротивлении естественному желанию выдать желаемое за действительное. Соврать себе. Сказать, что все будет хорошо просто потому, что я так верю. Не выдавать, так сказать, не пытаться видеть мир таковым, как мне хочется, а стараться видеть таковым, как он есть. И третье — в способности рутинно ежедневно работать, вне зависимости от результата. Мой учитель, замечательный режиссер неигрового кино Феликс Соболев, которого я сейчас часто вспоминаю, всегда говорил, что задачи нужно ставить неосуществимые, которые, так сказать, не можешь осуществить, но приближаясь к ним, ты можешь много большего добиться. А для того, чтобы приближаться, надо разбивать их на множество маленьких задач, которые тебя не пугают, но делать их ежедневно. Вот в это я верю. Спасибо большое. Спасибо вам.